Здравия и ума желаю всем слушателям. Зеро Литовский Presents дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. А может, закон от Эзера поможет? Ну, сами знаете, первый. Хорошо, попробую. Слушайте, египтяне-исламисты, первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Начну с разминочки, через которую пройду в главную тему. И разминочка будет по куклам из театра Карабаса-Барабаса, геноцидного театра. Много тех кукол есть. Путин, Трамп, разные рангом поменьше, но все это куклы. Нам даже показывали это в открытую, когда шла такая передача «Куклы» по НТВ, по-моему. Вон там всю правду и показали, но кто из страны дураков это понял? Я, признаюсь, тоже не понял, мне это совсем по-другому казалось, как пародия некая, как шаловство. А потом я понял. Я прозрел. И созрел тем самым. Вон когда у мужчины зрелость наступает, когда он прозревает. Даже словесно об этом сказано точно. В литовском это еще точнее. Взрослый у нас дословно с глазами. И Кучма, и Янукович, и Тимошенко, и другой табор ваш жидовский — это все куклы для страшного спектакля, что называется уничтожение, destruction. Наполеон пришел и давно, но спящие бандерлоги не могут никак проснуться. Уж их и так убивают, и так травят, и так жопу трахают, а они мычат и в телевизоре спасения ищут. А там как раз не спасение, а Холокост вам такой устроили. Телевизорный. Это потоп. На литовском потоп, слово тванос, это принуждение, угнетение телевизии или ворами. А вы уверены, что вокруг не вор? Никто не ворует друг у друга. И ваши мысли формирует вовсе не телевизор. А вот вы сами все надумали про политику, про законы, про потопы и про Трампа. Вы как о Трампе-то узнали или о Путине, если не телевизор? Подумайте иногда все-таки, где находитесь и как вы тут находитесь. Не в гробу ли в очках виртуальной реальности? Даже в фильме «Вторжение» показали явно, что потоп он не водяной. Это просто аллегория информационной воды, в которой вы уже тонете давно с теми видео про потоп и другую чепуху. Все эти жидовские каналы, они льют смердящую потопную воду вам прямо в какоприемники. По Шлабану, Тарсунову и же с ними Хазину. Это если просто так для наглядности, это солдат вермахта или полицаи-добровольцы за шекели, которые стреляют шмайсерами, сериями по вам, по вашим детям, по вашим женам, мужьям. Напомню, шмайсер — это засирать голову. Вот они вам это и устроили. А вы рты раскрыли, пасть раскрыли, и вам суд в тот рот, а вам божья роса кажется. И какуны перуны, и беды-веды, и буквицы, и 25-хлебовые, чего только вам не засрали. Те засранцы. Целые джунгли говна появились, точнее свалка. Как и показали в «Идиократии». Там головную свалку показывали. Очистить никто не учит. Все только эксперты по ссанине и говну. Много тех экспертов. И наемники, и дураки, и боты цифровые. Одна армия. Черная армия. Темная армия. Проклятая орда. Как в том, по-моему, «Властелине колец» показали тьму зомби и орков и малое количество светлых воинов. Вот оно так и есть по раскладу. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятою
ордой. Думаете, это не актуально? Нет, это актуально как никогда. Тут все кишит фашистами, то есть эгоистами и иудаистами. И также монголами, что есть идиоты. Так что Орда и тем самым хаос и беспорядок тут как тут. Его даже не надо искать далеко. В зеркале можете увидеть многие того явления. А сегодня разберу некое чудо-юдо, которого, по-моему, уже нет в том виде, в котором нам это показывали. Была такая девица яркой внешности, не буду говорить, кого она мне напоминала. Название ее было, или точнее название персонажа, Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Так официально и записано. Вы себе можете представить, что дом или постройка имеет свой штат? По-моему, это нелепость. Но тут ведь есть противоречие с логикой, которое можно решить с помощью разума, Бога и души, что в философии уже называется отрицание отрицаний. Первое отрицание, что у дома не может быть пресс-секретаря. Или вы думаете, что дом дает распоряжение людям и нанимает их, и деньги платит? Если так думаете, вы не на тот канал попали. Вам к фашистам и монголам. А второе отрицание уже приходит тогда, когда вы понимаете, что это такое Белый дом. А это через немецкий и русский дает понятие wise дом. Или уже на английском это wisdom. Это мудрость, здравый смысл. Вот что символизирует Белый дом. И все эти спектакли, которые в нем показываются, надо это понимать как некую мудрость. Зря в том Белом доме ничего не показывают. Это всегда надо читать и понимать мудро. Но такого в странах дураков давно нет. Отсюда и не доходит ничего до какоголов. У них пресс-секретарь Белого дома. Вот так вот. Секретарь, может, кто помнит, это секретный царь. Секретный противник. Секретный сатана, можно сказать. А пресс – это и пресса, и давление, и серп наоборот. Вам же в кака головы срут и давление создают вот таким образом, через прессу, через телевизор прессуют. Видите пресс-секретаря некоего, знаете, вас будут прессовать по полной, говном в кака головы, шмайсером. И это будет делать секретный царь, секретный враг. Так что этот персонаж имеет функционал, уже понимаете какой. А название такое, прям слово боевое, этого насоса для давления есть Джен Псаки. Это как модель некое оружия. Там говорят полное название Дженнифер Псаки, но почему-то это называли Джен. Но тут и намеки пошли с этим названием. Джен или Йен – это в иврите вино. Кстати, японское йена – это то же самое вино. Как бы дает нам намек, что алкоголь, наркота и другие психотропики, они есть не только в химической форме, но и в денежной. Это тоже наркота, от которой, когда перепьешь, видите, как плохо бывает дуракам. Вместо J, вставляя G, они, и J или G, это одинаково произносится, получаем и слово ген, информация. Правильно, как бы сказано о пресс-секретаре, который выдает информацию из мудрости и тем самым предупреждает, что это спаивает как вино. Наоборот, это Ней. Может, кто помнит, был такой маршал Ней. При Наполеоне тот маршал служил и много дураков победил. Ну, может, уже поймете, что за маршал это был и почему Псаки тоже Ней. Там ведь, понимаете, новый город Наполеона, это и есть. Ней на английском это и нет тоже. Волшебное слово, которое используют в дурдоме мудрость, и совсем не знакомо это слово дуракам. Они не знают этого слова. И осталась фамилия Псаки.
Русскоговорящему сразу слышится пес, пса, ки. Ки это в иврите горение, обжиг, зажигание. На английском это ключ. Горение собаки, пса, сжигание пса, собаки. Помня, что собака это кино в греческом, уже можем понять, что это такое вам мерещилось. Заменяя ки на ке, что есть разные произношения буквы К, получаем и слово в иврите блевотина. Блевотина пса. Это мне сразу напоминает строчки из Библии. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Притчи Соломонова. По-моему, все еще актуально для дураков. Многие, думаю, возвращались к этой блевотине, слушая и не понимая, что это там гавкает в экране. Но тут еще можно покопаться, проговаривая полностью первую букву П, получаем слово писаки, писака. Или можно даже сказать писака, что уже могут понять только литовско-говорящие. На русском это некий писатель. Про писателей есть видео. Это рыцари. А вот на литовском слышим выражение «занимается половым актом кого» или «занимается половым актом глаза». Писака. Или просто здесь можно это «к» переводить через иврит. Здесь трахают. Это из разряда сношения в какоприемнике. Там же ж факты вам выкладывал это кино. Ну а факты это вам и есть трахание в какоприемнике. Я это называю какой, но можно назвать и блевотиной. Оно о том же. Я бы это выражение библейское об дураке переиначил на свой лад, как собака возвращается к своему говну. Так и дурак повторяет то говно, что слышал по телевизору. Это поактуальнее, значит, звучит. А то дурак даже не может понять, о чем это в Библии сказано. У него дураки вокруг, а сам он от Спиноза как минимум. Есть тут переход и в Песах, что в иудаизме это как бы Пасха, но это, конечно, никакая не Пасха, а в английском это называют Passover, что я перевожу как пройти, проходить, пропускать, переправляться, умереть, дистиллировать. Это, как по мне, неплохо указывает на проход по дну Красного моря, переправа или переправа Одера. Многому это можно применить. И тут, по-моему, актуальны другие значения того английского Passover. Не замечать, проглядеть, оставлять без внимания, не обращать внимания. Нам как бы и говорят, не обращайте внимания на это. Как я и говорю, меньше будете обращать внимание на фашистов разных умерших. Мозг меньше загажен будет, меньше бед видит, здоровее будет дурак. К слову, тот Passover, можно сказать по-другому, заменяя тот over на русский на. Пас на, слышим. Если добавляем воду, о, на французском, получаем и слово опасно, опасно. Ахтунг вам написали на той картинке банана. Не жрите тот банан, пойдет говно и блевотина. Наоборот, видим и касп, что можно читать как и касп. Укусит ртом, языком, речью через литовский. Также видим и слово каспий, что в иврите серебро. Змея она кусает серебром, деньгами, к слову. Если это читать как жену пса, тоже интересно так звучит. Это сука нам написано. А суки ведь лают, вот и это лаяло. И кино лает. Лай он на русском это английское лгать. Кино лжет, и псаки лгала. Напрямую это так. Язык кино это формально ложь, но вот с душой, с расшифровкой это превращается в удивительные, поучительные, предупредительные истины. В фильме «Терминатор» собаки предупреждали об терминаторе. Кино предупреждало об терминаторе. Кино «Терминатор» это было лай собаки, это было предупреждение об терминаторе. А те сторожевые собаки, они тоже предупреждают об чужом. Кино нас предупреждает об чужом, об жидах и вовне, и внутри. А есть собаки, которые спасают. Спасительное кино.
Советские фильмы об войне и тому подобное, которые показывают зеркало реальности и перекошенное звериное лико обезьяна, который попутал берега реки Одер и приплыл к фашистам. Это может спасти, если обезьяна протрезвится. Кстати, лай на английском это bark. Есть такое судно, барка называется. Это про лай и ложь. Наоборот, краб. И раб видим, и бар, решетку. В фильмах много показывали тех германских овчарок, с которыми охраняли и концлагеря, и пленных вели. Или вы думаете, это про физические собаки было? Да нет, это про дураков, про ложь и бары. Германское, оно ведь нами невидимое. У них собаки это кино. У них автоматы это автоматы продажи и автоматы вещания говна в головы. Танки это реклама и ложь о чудесных свойствах коньяка или кофе. А у дураков оно невидимо. Их убивают, они не видят, кто убивает. Шляпу-невидимку убийца одел, и все. Разума нет, и зла уже дурак не видит. Правда, видит уже результат зла этого, но уже в гробу. Ну вот как бы все, больше мой инструмент здесь не видит. Ну а на главное блюдо поговорю об масках. Ведь, наверное, вы понимаете, почему я тут псаки показываю. Это маска. Это цифровая маска. Как, например, вот есть компьютерные программы, как ее изобразить? Как вообще изобразить нечто невидимое нашему глазу? Может, кто вспомнит удивительное апокалиптическое произведение Уэллса «Человек-невидимка»? Как он становился видимым, помните? Он надевал одежду, очки, шляпу и забинтовывал свое лицо. Он делал себе маску. Как мумия. Вот так и с теми мумиями фараонов. Это маски просто. Никаких фараонов не может быть в форме бандерлога. Это просто маска программы. Как и тело Ленина, это маска. Это мадам Тюссо. Это восковая фигура. Это мумия, по сути, фараона. Об этом говорил. И лежит оно в пирамиде. Все логично. Но для дураков это никак не доходит уже 100 лет. Умом не выросли. Жидов слушаете, а они вас в скот и обратили по своему Талмуду. Колдовство такое применили, что в греческом фармацевтикой называется, и обратили вас в свиней, овец и разных других. Гитлер овец при помощи алкоголя и других метамфетаминов и психотропиков до шекелей. Сожгли вас со всеми домами и детьми. И сами ведь бегали, жгли. Некоторые до сих пор все еще горят и не гасят себя. У Мишка-то нету домашнего животного, ему сказок насочиняли об космосе, об Гагарине, об великой победе, о бедах, ведах, о хакунах, перунах. И значит, животное в скотном дворе поверило небылице. А это, по сути, зверье и демон, зверинце, в который Бог и сопустил Адама, Иисуса, для эксперимента. И эксперимент показал, что это не помогает. Зверье в человек не может обратиться. Слишком давлеет жидовство, эгоизм, фашизм. Гитлер, он милее. Наркота, бокс и великая победа до шекелей. Вот и весь набор молодого демона. Ну вот нам тот искусственный интеллект везде, когда показывает что-то невидимое нам, он одевает маску. На программы тоже надевает маски. Иные с лицом гамадрила, иной с мультяшным лицом, другим просто название дают. Например, Coca-Cola это программа, это маска. И это называем маска красной смерти. Те торговые марки это маски. Под эти маски вам придумывают каких-то нелепых сказок о каких-то бандерлогах, которые вот взяли и создали чего-то такого волшебного. Нет, это вам сны и мечты формируют и лгут. Никакие бандерлоги тут ничего никогда не делали, кроме как жрали, срали и, как подобает, третьему кругу ада. Потолок для бандерлога это позиция Arbeitsjuden в концлагере смерти. Убивать других. Вот ваш потолок. У Мишка ваш тянет только на это.
Есть прекрасный фильм о политике с человеческим лицом, «Робокоп» называется. Вон там был робот полицейский, но с человеческим лицом под бронированной маской. И вроде некоторые человеческие черты еще остались. А потом на Детройт напустили вообще автоматику. Это мы уже как раз в том периоде находимся. Исчез с человеческим лицом под маской. Вместо электроника железный робот, который будет уничтожать как терминатор дураков по программе. Вот видели, наверное, те разные названия компьютерных программ Windows, там Adobe, значит, Linux и так далее. Файлы разных программ, они сделаны нам видимы. А то как бы мы нашли и запустили то, что невидимо в принципе нам. Программа-то невидима. Это как человек-невидимка. А вот на экране нам это обозначено некими символами, расширениями разными, названия даны. Поэтому мы находим и кликаем. Что, к слову, и есть слово «кликать», то есть «звать». Мы вызываем духов, если так просто объяснить дуракам. Запускаем, как говорится, ту программу или вызываем того духа. И потом получаем результаты той программы, что я и называю духом. Дух он тоже не видим, но он есть. Программу мы не видим, но она есть. И она нам устраивает разные зрелища, и звук, и станки запускает, и машина ездит, самолеты летают, поезда ездят. Это все вид программы, это духи. Рядом с нами существует невидимый, но материальный мир духов, эфира, компьютерных программ, электрический Рим. У нас мир, а там Рим. По-моему, об этом уже говорил. И дела со связью, они основаны на волшебном слове «нет». Сопротивление. Голова она может увидеть Рим, если она рабочая и запитана энергией, то есть живая. Есть внутренний глаз, разум, который может видеть невидимое, как некое устройство при помощи абстрактного мышления. А так-то мертвецы, они с нерабочей головой, по церквям шастают и пропятой голове обрезанной молятся, и недоумевают, почему они живут как трупы. Им даны объяснения, как гамадрилам лесным, ничего не понятно, но звучит таинственно, и это гамадрилы знаниями своими называют. И пучат глаза, разумного играют. Ответ простой. Вы трупы и есть. И естественно для трупов жить как трупы. В могилах, склепах и гробах, лежать смирно и гнить в интернете, что и есть могила в переводе. На Божий свет-то не любите появляться, запитать себя электричеством. Зачем? Лучше подыхать и кофейку тяпнуть для того, чтобы проснуться, значит. Но вот эта голова не просыпается. Это иллюзия. Вы калечите так свое сердце и приближаете дату смерти. Вместо 120 лет, положенного скафандру, вы еле дотягиваете до 70, и то в состоянии калеки, беззубого и дряхлого от стрессов и постоянной обезвоженности до страха в концлагере смерти, которого вы даже, к слову, и не видите. А так не должно быть, это ненормально. Вы живете в ненормальном мире, и вы живете ненормально. А это и есть вы не живете. По-другому говоря. Или вы думаете, что зомби это чего-нибудь может тут сделать и запустить, и сотворить программы, телефоны наделать, компьютеры, железные дороги построить, тоннель в скале прорубить, канал построить лопатами, как вас уверяют, дураков. Жиды, значит, согнали там 100 тысяч лопатами и канал вырыли. Да. Нет, Бандерлог это тоже программа, на которую надели просто скафандр, что мы называем тело. Я это называю тюремная роба или пижама больного. По сути, кожа и мышцы это есть маска на наш скелет, что и есть основание и настоящее лицо. У нас тоже работает программа, которой мы не видим, а видим внешнюю маску, за которой всякое может быть. Чаще всего это чужой скалится. Там без маски жид показан в том фильме. Внутреннее, как говорится, фашистское нутро. Наше тело это своеобразная маска, и мы есть программы, подвластны тому интеллекту, тому разуму, который тут все и устроил. В том числе сделал себе домашнее животное вот такой вот красы, которое дичало, отбилось от хозяина,
демонизировалась и забыла о нем, взяв себе все лавры того, что здесь работает. Стала жидом и манкуртом, хуцпанутым. Вы, наверное, чумели и одурели до абсолюта, если не видите реальности. И вам жиды чего-то наврали, а вы поверили. Куда ни глянь, не нашего это ума дела. Откуда растения, откуда живность, откуда инфраструктура, откуда муравьи, птицы, звери, откуда станки, инструмент. Взрывом все это устроили вам жиды, взрывом в какоголове. Тупым предметом, по-моему, был удар. Трахнули хорошенько. Я помню, в детстве читал «Таинственный остров» Жюля Верна. Там мне весьма показалось интересным и поучительным, человеческим это произведение. Но только после выхода из состояния зомби я понял, что это описана наша жизнь на нашем острове. Да и то не совсем точно, так как откуда-то там был профессор некий, который имел знания нужные. А капитан Немо дал колонистам нужные инструменты, чтобы они могли бы преобразовать тот остров в весьма удобное и приятное место для жизни. Только масштаб надо увеличить, и к инструменту причислить и письменность, и образование, и книги, и фильмы, и поезда, и пароходы, и заводы, и электростанции, и растения, и рожь, и коровы, и уголь, и так далее. Это все же сотворено, и мне почему-то кажется, что никак не бандерлогом обрезано. И эти разные программы назовем компьютерные, но они не компьютерные. Компьютер — это просто устройство для запуска духов. Это как портал в мир духов больше. И у нас есть такой портал, такое устройство, называем мозгом и душой. Но для бандерлога это не нужно. Ему нужно внешнее устройство, ему внутреннее устройство мало интересует. Он с радостью лишается доступа, кодов, души, связи. Все продает. Нахрен все это. Лучше оттопыриться на славу и посмотреть на чужого в экране. И в православие удариться, рабом стать, дураком и дебилом. Вот это по-нашенски. Пилотк на голову и вперед с дьяволом в обнимку джигу танцевать. Джигу-дрыгу, да? Любите такое? Каждый день танцует. Или кокошник напялить на обрезанную голову. Вон сколько кайфу. И крику потом. Я однажды когда-то слышал те народные якобы песни на одном мероприятии в Москве. Чуть не оглох от криков сумасшедших. Хорошо, что виски изрядно в себя налил своевременно. Транквилизировал в аду. Но это нельзя так говорить. Это народное искусство. Наши, кстати, тоже кричат так, как их насилуют вроде. Называют это национальным достоянием. Эти крики пойманных за хвост обезьян. Вон кто был в зоопарке и, может, видел тех макак разных. Они там, бывает, кричат истошными голосами. Вот это как раз и есть то, что издают и наши обезьяны. И не важно, что это называют народными песнями. Тут любое, если послушать, оно напоминает те крики обезьян. Знаете почему? Потому что это планета обезьян, а в простонародье обезьянник. Тут сидят и отбывают срок, задержанные за преступления. Уберите всю электронную начинку, барабаны, гитары и сопутствующий шум, и в голом остатке вы всегда услышите истошный крик обезьяны в джунглях. И это не все. Без вот этих масок, которые намертво приросли к нам, как в том фильме с Джимом Керри «Маска», есть и снимаемые маски, например, профессия, должность и тому подобное. Если вы продавец, у вас на лице одна маска, если вы директор, у вас другая. С масками приходят роли и персонажи, описание функций и рамки, чем маска должна заняться. Отсюда не только эта игра, но и спектакль. Мировой спектакль, в котором масса рабов играет чего-то, что они сами не понимают. В голове беспорядок, ничего не видят, ничего не понимают, но знают, что вот надо утром встать и, значит, надев маску, чего-то отчебучивать весь день. То ли убивая, то ли травя, то ли обманывая, то ли калеча, то ли наводя страх. Вот так работает слаженно концлагерь смерти. Когда вам показывают о концлагере смерти в фильмах, вам это показывают как уже голую истину, реальность,
сняв все маски и все декорации. Когда у вас разум, вы все декорации и маски удаляете, и то, что остается, и есть фильм про концлагерь смерти. А самая вредная и страшная маска — это есть не силиконовая маска тела, не снимаемая маска профессии. Нет. Самая страшная маска и намертво перерастающая есть маска дееспособности и разумности, которую тут надели на дурдом массово, всех записав человека авансом. Если кто видел фильм Stonehearst Asylum, там показали суть того, что здесь происходит. Без преувеличения, это документалка про дурдом, где докторов запрятали в подвал, в подсознание выгнали душу и совесть и разум и стали править дурдомом сами больные. Больные лечат больных. У вас медики все больные на голову, если так просто определить, не вдаваясь в детали. И как водится в таких случаях, у больных ведь что самое главное? Они не могут различить добра от зла. У них нет рамок и границ. Свобода же. Нахрен 10 заповедей. Правильно же. Вот. Это там они не нужны. Мы ж сами все понимаем. Где шекели платят, там и добро. Пей, гуляй, наркоту употребляй, убивай, калечь. Эх, раздолье для дураков. И докторов нет. Некому сказать, что дураки вы и больные, и злые. Дураки обидчивые, я заметил. Они начинают обижаться, разные вещи о педагогике и психологии рассказывать, лишь бы не слышать неприятную правду. В дурдоме у дураков нормализована болезнь. Дурь у вас нормализована по вашим хотелкам, так как быть человеками вы не захотели. Вы захотели, чтобы все было, и чтобы за это ничего не было. Коммунизм, но такой капиталистический, с мерседесами, значит, и проститутками. Так не работает. Вот вам и устроили голодные игры для самоликвидации демонов. Там же в тех голодных играх вам же показали, там уничтожают один другого. Только тут у вас это масштабнее. И у дурака проблема такая, что он различать добро от зла возможности не имеет. И не только возможности, но и интереса у него нет. Он знает одно добро. Мне в карман шекель. А чего там дальше будет, ему до фени. Ведь так у вас в дурдоме. На этом ад и держится. У вас ваше добро — это зло другим. И каждому добро — это зло другим. Так какое это добро-то? Добро для дантиста — испорченные зубы другого. Добро для убийцы в халате — это испорченное здоровье другого. Добро для наркодилера — это клиент-наркоман. Вот так вы узаконили и нормализовали зло и стали проживать в стране дураков. Вам поле чудес показывают по телевизору? Показывают. Почему не жалуетесь в телевидении, что вас оскорбляют? Вас ведь напрямую всех дураками обозвали на весь мир. У вас законом стало: все так делают, и я так, значит, могу делать. А чё это? Чё это, я другой? Шо я, рыжий, шо ли? А это Бог Пан. Это Япония. Ее надо побеждать, но бойцы только в рядах славного вермахта и самурайской Японии. Советских-то нет. Живых нет. Только мертвые. В фильме «Живые и мертвые»-то показали живых, а здесь их нет. Вам угрызение совести и души заменили на бумажки. В
в которых вам сказали, что добром есть делать ущерб и вред. Если есть на то согласие дурака. И все, можно делать зло, не так ли? Особенно если интерес есть шекельный, вреда побольше сделать. Отсюда ведь профит и выгода. Доход побольше будет. И маску дееспособность не снимать ни с себя не хочется, ни с другого. А то ведь дураку яд не можно ведь продавать. А когда мы все дееспособны, то это можно тогда. Он ведь разумный, сам знает последствия принятия яда. Может, он, значит, себя ликвидировать хочет. Вот где зло-то, вон где фашист, эгоист, вон где каратели. Это же сами бандерлоги, зверинцы. Вот это фокус. А они, значит, по телевизору где-то в других местах тех фашистов находят. Все. Фашисты всегда где-то в другом месте. Не в стране Бандерлога, не в Бандерлоге. Не. И Бандерлог он умный и разумный, а вот дураки это те другие. Внутреннего компаса не осталось, совести нет, души нет, только маска есть законности и дееспособности. Лживая и фальшивая маска вам это докажут. Не всем сразу, но постепенно. Когда начнете видеть плоды, как говорится. По плодам узнаете их. По плодам узнаете и себя. Их это и немецкий я. Kommen Sie. А кто вам эти законы прописал, по которым вы грабите и убиваете? Вы сами, что ли, это надумали? Если нет, то кто? Если не вы, то разве вы дееспособны? Если позволяете над собой такое вытворять и вашими детьми. Вас страхают, травят, убивают, а вы по выборам все, да по митингам, чтобы повторить. Выбор опять выбрать, да, от того же, кто вас убивал, трахал и травил. Профессиональные дураки с большим стажем. А тут вопрос, вы хотели тех законов или как? Или против вашей воли это сделали? Опять же про дееспособность подумайте, если с вами обращаются как с недееспособными по факту. А вы почему-то законы те исполняете, если вы не дураки и не желаете никому зла? А вот я вам и отвечу. Закон вам прописали по дуре вашей, по вашим хотелкам. И прописал Гитлер. Можете его называть Путиным, но по сути это Гитлер. Тот Гитлер сказочнее, он что сделал? Он вернул германцам и немцам, то есть чужим и жидам, гордость за свою страну. Он воплотил хотелки той массы обезьян сказочных. Вот вам это воплотили то, чего хотели. Великие, да? Ну и получили великую гору всего. Гитлер ведь сказал, нахрен совесть, нахрен честь и достоинство. Германия превыше всего. Это и есть и отчуждение, и все за деньги. Вон что превыше всего. Шекель превыше всего. И запылали трубы крематориумов в концлагерях по щучьему велению. А в той Германии нам и рассказывают, что вроде жили те немцы и не тужили. У них по телевизору никаких концлагерей не было, и людей не истребляли. Так просто воевали культурно и в рабов-дураков превращали на радость жидам. Так что дурь и безумие у вас узаконено, у вас нормализовано зло, и вы стали злом. Вот вам и подмена понятий в волшебном голосе Джельсамина. Стало законно лгать, реклама, грабить, разные поборы насильственные, убивать, аборты и другое, воровать друг у друга разные товары и услуги. Как говорили в фильме «Робокоп», самый лучший способ воровства – это свободное предпринимательство. Торговля – это грабеж. Trade is raid. Вы же все делаете только добро. Убийца в халате ведь думает, что лечит, а не убивает. Дантист он лечит зубы, а не сверлит и не портит. Продавец алкоголя, он ведь тоже шекель зарабатывает. Наркоторговец, он тоже ведь добро наркоману делает. И себе тоже.
Политик он не врет и не лжет, а успокаивает дураков. Тоже ведь добро. И попы в церквях не врут, нет, они, значит, занимаются прекрасными делами. И ворует тем самым для себя любимого. А кто ж не ворует тут опять же? Шо мы другие, шо мы рыжие, да? Вон тот нахапал там, значит, виллы, телки, машины, Мерседеса, а я шо? Я тоже могу. Сплошной карнавал добра и счастья, не так ли, дураки? Вот что есть ситуация и состояние, когда вы не различаете добра и зла. А это, батенька, есть диагноз. Это безумие. Это признак того, что разума нет. Но маска разума есть. А что вместо разума, я уже давно вам рассказываю. Как и телевизор. Дурдом одел маску добра и разума, это называется. Но суть от этого не изменилась. Как были недееспособны, так ими и остались. Вам в Библии сказано в лицо: «Прости им, Господи, они не знают, что творят». Это определение правовой недееспособности и есть, если что. И вот теперь сами посудите, если у вас вокруг вот такие вот дееспособные и разумные, которые заинтересованы выдавать яд за витамин, витамин или другое лекарство, билет в царство смерти, наркотики и есть яд. Но яд назвали витамином, лекарством от чего-то, и вы уже лопаете, ядите. Как думаете, яд не действует, если его назвали витамином? Хочу вас успокоить, что яд он действует вне зависимости от названия. Тут маски и декорации уже ничего изменить не могут. Пьете яд, вы травите себя и помираете. Не сразу копыта отбрасываете. Сперва первая смерть, смерть души и разума, гасите свою лампочку и погружаетесь в сон, тюрьму и могилу. Но при этом вы же себя неплохо чувствуете, ничего не болит от передоза наркотика. И в телевизоре говорят, что вроде все нормально, полет идет нормально. И все такие же ходят вокруг. О как. Да и с тем витамином этот же лохотрон, как по мне, я лично не наблюдал никаких улучшений с теми витаминами. В детстве любил ту аскорбиновую кислоту, как конфетки есть. Это что там за химия должна быть, что чем-то организму помочь, который Богом-то, Творцом сделан? Как по мне, это все маркетинг храмов смерти, да лохотрон для дураков, как всегда, с громким названием, которое я перевожу «Мина жизни». Вот если хотите заминировать себе жизнь, то, как говорится, вперед. С миной мне все понятно. Вы изменяете технологическую цепочку в организме, добавляя какого-то сырья иностранного, выключая производство того сырья у вас в организме. Подсаживаете организм на сырье извне, и это всегда имеет цену. Может образоваться зависимость и изменение производства ваших веществ. Так что разминирование, оно не так и не там происходит, как вам в фильмах про войну показывают. Разминирование – это, грубо говоря, очистка вашего тела от мин витаминных, минеральных и других. У вас наука вся ложь, которая на вас напущена, как псы кровавые, чтобы обмануть и убить или искалечить, что абонент пожизненный в храмы смерти и аптеки жидовские покупали, чтобы... А как вы можете установить, яд или это нет, что на полках красуется в блестящих упаковках? Как его пометить, если у вас все ложь и на шекелях? Если вы заинтересованы денежно в своем геноциде, и каждая мразь заинтересована вам втюхать яд. И профессора, и ученые у вас тоже такие же, уверовавшие в ложь и больные. Профессор, который не умеет читать, это ж надо как круто. Игры все для детей основаны все на смерти и нанесении вреда до соперничества. Кончилось время медсестер и кукол, футбола и скакалок. Настала чума шекельная.
С теми витаминами это еще как бы игрушки для детей. Самое страшное то, что вы делаете со своей пищей. Вы же яды официальные забрасываете в землю, на которой растут злаки разные, овощи и фрукты. Вы посыпаете всю пищу ядами. Это вы удобрениями называете. Вам это названо. У вас не только колодцы отравлены уже из-за отравления земли, но и поля отравлены, и пища отравлена. Вам яд назвали миловидными словами. Гербицид, пестицид, фунгицид, удобрение. А это все ведь есть яд. В названии смерти присутствует. И там в большинстве случаев соли. Соли. А в соли это в переводе то, что в соли, это alien. Вот из вас и делают alien. Но вам смерть не ваша сказана в этих, значит, названиях: гербицид, пестицид, фунгицид. А травам смерть, грибам смерть, жукам смерть. Вот ведь как хорошо. Это зло, но зло не нам, дорогим, а каким-то растениям, грибам и жукам. Но это же яд. И этот яд, он впитывается в сами растения, и фрукты, и в овощи, в злаки. Или как вы думаете, это работает? Могу вас уверить, никто никакие травы, грибы и жуки не травит. Это травят вас. Это так не работает, что вон какую-то гадость вылили, и она, значит, ударила только по жукам или по растениям. Как думаете, дураки, гербицид, если это яд растения, то как он убивает сорняк, но не убивает культурное растение? Да культурное растение, оно слабее, чем сорняк. И если бы были некие гербициды, то после полития ими злаков, тех злаков и не осталось бы. Они что, снайперский прицел те яды имеют и распознают по запаху, кого убивать и кого не убивать? Нет, все это туфта для дураков. Цель дураки, их здоровье и жизнь, а также нужны мутации. Удобрение тоже выдумка для травы. Кого это удобряют? Как думаете, каким образом? Ничего не надо удобрять, семена дадут урожай, все зависит от тепла, солнца, воды, почвы, но жадность, гадность и алчность делают свое дело. С теми гербицидами тоже все завязано на шекелях. Травя через шекели — это уже давно кладбище. Не надейтесь на здоровое поколение, которое растим на ядах. Тем фермерам разным создают условия, чтобы они выращивали только на ядах. Насколько я понял, у фермера не будут в больших количествах покупать урожай, если он не предоставит сертификат о том, что он полил урожай ядами. Помню, вроде в фильме «Проверка на дорогах» показывали в начале тот эпизод с картошкой, которую облили ядом неким фашисты. Вот это все и было показано, сконцентрировано в реальности, сжато. И то обливание уже началось при Иисусе СССРовиче. Фашисты уже были тут как тут. Они никуда не уезжали и никуда не пропадали. Поэтому в советское время показывали столько фильмов про войну. Она все еще идет, та война. Ни одна война не кончена. Подрастают новые поколения фашистов, а советских все меньше и меньше. Мертвые жиды побеждают. А жить и восстать из мертвых можно только индивидуально. Коллективно это уже трудно будет даже всадникам апокалипсиса. Яд замаскировали под благими намерениями и научными названиями. Это дело жидов, это их фирменный знак, подмена понятий и слов до уверения, что все вот это будет на благо дураков и для их безопасности. Вон и шоколадки всем раздают, и сладости, и конфеты. Как прекрасно, как мило, какие мы довольны и культурнее. О, там с кофейком, значит, что-то там съели, облизали, значит, и поперли. А вот ИЗР говорит, что нельзя. Как так нельзя шоколада? Это так вкусно и столько калорий, и шоколад помогает здоровью. Наркоману это наркотик, всегда будет солнцем и светилом его. Не убедите ее в том, что это яд, так как он не хочет в это верить. Это же на то и наркотик. Или думаете, зачем такое вот вам дают и подсаживают на всю жизнь?
А суть, когда снимаешь декорации, формы, пустые словеса, это всегда говно. Переработанное и услощенное говно. И яд тем самым, конечно, так как все отходы из человека, которые выходят, это и есть токсины, которые организм удаляет как яд. Это даже вам написано. Кака. О. Но вы читать-то не умеете. Невежды еще те. Так кто же зло? Эзера, который предупреждает об говне, или жид, который говорит, что Эзера поступает не педагогично и не по правилам жидовской психологии. По-ихнему дурака надо поддерживать вместо того, чтобы не давать дураку ядов. Во как. Когда-нибудь до вас дойдет, что настоящая поддержка – это и есть истина и суть. Все остальное – это жидовские сопли и ложь с анестезией. Хоровод с дураками – это пустая трата времени, это не поможет. Это так и сделано, чтобы не сработало. Физиология, тело, дракон, он берет верх у дурака. У него Михаил отсутствует уже давно. Это одному из 1000, может, и поможет. Да тогда, когда уже поздно будет. Убирать все надо из магазинов и из доступа. И карать смертной казнью вот за такое вот искусство жидовское. То есть за геноцид и детоубийство. Вам показали в Александром Невском, как это все в реальности выглядит, когда сжигают детей живьем. Оно так и есть. Но под рекламными шумами и красивыми обертками слепые не видят. Не видят сути. Это есть то, что называется слепотой или аварией. Сути не видят из-за глупости и из-за интереса шекельного. Или вам яд в красивой и цветной упаковке уже не яд. Яд у вас может быть только в бутылке с надписью «Яд» и черепом с костями. Да нет. Из той бутыли можно разлить в любые формы. В конфет, в пирожные, в торты, в шоколад, в алкоголь, в пиво, в кока-колу, в шампунь, в туалетную воду. Не рисуя уже название «яд» и не рисуя череп с костями, а придумывая другие синонимы научные. А как вы проверите, если у вас нет ни знаний, ни головы? Это называется Аман в Библии, страшный враг дураков. На доверие. Привыкли, что Иисус СССРович не травил бандерлогов. Но вот ведь власть-то поменялась. К вам бандиты и разбойники зашли с пиратами, и вы сами примкнули к ним. Я и сам, признаюсь, пребывал в иллюзии долго, пока плоды и результаты не стали очевидны, и пока не дошел масштаб геноцида. Как думаете, сколько вы протянете в этом аду? Если вам дать все бразды управления, тут давно уже ни одного ходячего не было бы. Весь труд, как сделать так, чтобы вас занять чем-то, чтобы это не было бы злом. А это самое трудное, поверьте, имея в виду, что вы такое есть. Чертей и демонов в аду надо спасать от их же самих. В фильме «Гараж» это Хиджакова озвучила, только там она про человека говорила. Не то время, тогда нельзя было истину говорить, врать надо было. Про демонов надо было говорить. Человека надо от демонов и зверья охранять. Вот что такое ад, и вы в нем живете. И вы не можете отличить ада от рая, так как никогда в раю и не были. Как житель ада может понять, что он в аду? Нет, тут никакого ада, это привычная жизнь Бандерлога. Они тут живут. Как говорил тот Янковский из фильма «Ностальгия». Да. Черт меня спасал, я тут живу. Вон и западные тоже так живут. Бегают за шекелями и в экраны пялятся. Значит, догнали, перегнали ту Америку все-таки. И тут победа. И вы же сами хотите верить в то, что яд это не яд. Особенно, когда не вам те яды пить, а другим. Вы же заинтересованы врать, что это не яды. За шекель животворящий, который вам и поменял добро на зло.
И как думаете, сколько великопобедителей продержатся в концлагере смерти, где они убивают каждый день один другого и врут, что это полная свобода и демократия? По-моему, недолго продержится дурдом при таких оборотах. И не вините Путина, Гитлера, он вам дал, что вы хотели. Вы же кричали и требовали свободы, и рынка свободного, и капитализма, и жвачки, и джинсов хотели с Мерседесами да Кока-Колой, проститутками и тортами да десертами. А попали в настоящий десерт. Десерт. Что есть кладбище и пустыня. Хотели быть господами, но не подумали, что всем господами не выйдет быть. У господ есть рабы и слуги. А говорить мне дураки вы. Не верю. Истина вас освободит, но, по-моему, освобождать уже некого. Не приемлете истину, вам надо истину, чтобы такая, какая вам нравится, германская, наркоманская, православная, то бишь ложь. Истина, что вы не дураки и дееспособны, не так ли? Такая должна быть. А это ложь ведь. И ложь не освободит и не спасет. Так что терпите, больные, если хотите исцелиться. Исцеление начинается с диагноза, с признания болезни. Или думаете, что в храмах смерти лечат без диагноза? Нет, там нужен диагноз, тогда начинают процедуры. И с обществом также. Должен быть поставлен диагноз. Юдаизм, эгоизм, фашизм. А то как тому алгоритму поступать, управляющему, если все больные хотят смерти и ядов? Ну вот вам и дают, чего хотите. А меньшинство оно должно следовать за большинством и погибать из-за дури дураков больных. Так оно работает, оно дословно и есть. Это формула «по дуре вашей вам и воздастся». А если вы здоровы по-вашему и все знаете, то вам к другим исцелителям. Вон Паш Лобанов вас ждет нетерпеливо, и ваш Шекели, Тарсунов и другие там разные фашист-хазины. Вон к ним и обращайтесь за вам дорогим истинам. Фашисты, они с радостью вам расскажут те истины, которые вы ждете от них. И с радостью приходуют и вас, и ваш Шекели. На то он и фашист, чтобы служить отцу лжеверой и правдой, забирать души в списки ада, вычеркивая из книги живых. Вы так себе можете представить картину Репина «Приплыли». Вы есть заключенный в тюрьме, в аду, в лечебнице. И вы начинаете в той тюрьме, отбывая наказание, делать новые преступления. Как думаете, чем это закончится? Намек вам дам. Срок пребывания в аду вам будет продлен. После второй смерти опять сюда, родимые, в то место, где насрали, для чистки. И вот когда вы душу свою палите, вы теряете билет ухода из ада. Вы становитесь рецидивистом. И отношение с таким контингентом, сами понимаете, какое. Вот то, что видите вокруг, это и есть отношение с вами. Потому как вы такое и есть. И кто-то заинтересован очень, чтобы в рабах у дьявола пребывало как можно больше дураков. Вон те ж ваш показывают в ваших экранах шляпники. Вот этого. Надзиратели ваши, да. Арбайтсюден. Те, которые чего-то там про божественные души пищат, вы, по-моему, не протрезвились еще. Вспомните хотя бы фильм «Властелин колец». Там вам показали, какие души божественные штамповал Заурон. Да и демоны и черти в аду, это, по-вашему, тоже божественные души. Если вы имели ту душу, то давно ее продали. Вместо этого у вас шекель. Это обмен и обман. Дьявола дураки никогда не обманут. Дьявол их обманет так, как дураки любят обмануться. Обман и самообман, он прибыльный ведь. Шекелей вон сколько, инвестиции, фонды, значит, биржи, акции, ух! Дети растут на шекелях. Яды везде, но это современно. Так и должно быть. Современность требует, чтобы, значит, яды вокруг были. Не так ли? А то как-то. Это в прошлом там деревня, деревянные дураки, они там что, чистое молоко пили, хлеб какой-то, сами, значит, там
овощи не травили никакими удобрениями. Вот это какой-то, значит, вообще ретро какой-то. Дураки. Старье. Так что ложь она не поможет. Поможет больному только истина. Вот ее и глотайте раз в неделю, как горькое целение. И забудьте про свои психологии и другие изыски дураков, что я называю просто отмазками и хуцпой. Это из разряда великих побед и великих народов. Вот когда станете более-менее разумными, поймете, что вам та ложь не нужна, чтобы жить и творить добро. Вот тогда и будете великими. Пасху пройдете. Прятаться за спинами каких-то мертвецов на страницах книг как-то должно быть и совестно. Но я понимаю, совести у вас нет давно. Остались ряженые ветераны, медальки и ордена на барахолках, да славный парад победы по телевизору. Вот все, что осталось. К слову, это весьма показательно, что во время страны дураков медали и ордена продаются. У вас все продается. Это же добро. Зачем чего-либо делать? Зачем подвиг совершать? Можно ведь купить тот подвиг. А так просто страна всеобщей любви и добра. Даже завидую. И тут можно понять, когда маска приросла намертво к лицу, отодрать ее можно с большими только усилиями, большим кровопусканием и большой болью. С кожи оттирается. А иначе никак. Отсюда такое никто и не делает. Они и ночью профессора да ученые и другие там разные повелители вселенной свои шекельные, даже в сортире с маской. А иные носят маски православия. Или даже маска с буденовкой. Тоже бывает. Разные те маски здесь ходят, бродят. И отодрать ее не позволяют. Берегут как свое лицо. Как Роршах из фильма «Хранитель». В фильме «Маска» показали, как трудно и больно было Джиму Керри отдирать маску. Вот всю правду и показали для любителей масочного режима жизни. И ведь с радостью и упованием носили те маски и следили, чтобы никто из окружающих не нарушал масочный режим. И, как можете догадаться, в обществе строго следят за тем, чтобы масочный режим соблюдался строго. Рождаешься и сразу масочку напяливают. И не дай бог ее снимешь и глотнешь свежего воздуха. Это преступление в концлагере смерть. Как это так? Человек не хочет быть судьей или православным, не хочет быть жидом, не хочет быть наркоманом или торгашом, не хочет болеть за Спартак, не хочет травить других. Непорядок, не так ли? А еще за забор зашел концентрационного лагеря, там что-то прочитал и сказал: ой, так это преступник. Преступник. Это там кричал Лавров на Иисуса, на котором там что-то про храм сказал. Концлагерь — это по сути ведь тюрьма с уклоном для психически больных, для дебилов, с заторможенными головами. Вон в фильме «Остров проклятых» такое показывали. Это тюрьма, психбольница. Вот и концлагерь, оно такое заведение и есть. А если вы это поняли, то можете вспомнить те названия тюрем на разных языках. Jail, prison, sugar. Оно и говорит вам, что является народом, образующим некую тюрьму. Сахар, я больной, при сне, при обмане. Когда вы попадаете в Египет, в обман, то автоматически вы попадаете в тюрьму. Это вам слово определяет. Но вы слову-то не верите. У вас есть другие инструменты веры. Кадила, поджитки в рясах, мошенники с трубоходами на головах, профессора и другие выпердыши жидовских наук. А главный шекель — это же у вас мерило и любви, и дружбы, и ума, и разума. И тут может еще вспомнить о том, что слово «экономика» оно есть совсем не то, что вам мерещится бандерлоги египетские. А слово-то волшебное и говорит, что это тюрьма, это сжигание человека, это поедание человека, каннибализм по-научному. Так что голодомор он тут давно засел. Вон когда начали экономикой заниматься все тут массово, побежали, значит, бизнесмены великие, тогда и появился.
голодомор. Пища пропала. И вода пропала. А вместо этого появились яды под масками пищи и воды. Вам Высоцкий пел, что, ребят, все не так. Но ребят, как говорится, у нас были твердыми и не поддались на провокации. Зато и угодили в Египет, тюрьму, концлагерь, и экономикой начали заниматься. Рвать друг друга на части, мучить, калечить, убивать, грабить и жечь. Это же и есть то, чем вы занимаетесь или будете спорить. Вон в фильме «Робокоп» и показали, что вы делаете с человеком, с ментом, когда он к вам попадает в тюрьму. Посмотрите эпизод, как убивали полицейского Мерфи. Это и в жизни так, это и у вас в голове так. Это бесы и демоны напали на разум и его расстреливали, смеясь и потешаясь. Зачем нам разум? Не надо, у нас шекели есть, наркота и стволы. И пример показываете подрастающему поколению, как надо воровать, лгать, грабить, убивать, калечить. Это же вам узаконили, это стало в тюрьме жидовской нормой. И еще недовольны, что как-то кто-то этот ваш концлагерь уничтожает. Недовольны, бандерлоги, за колючей проволокой? Свобода у вас ведь по периметру концлагеря. За рамки вам не выйти. Боязно. Там не свобода ведь, и свобода у вас в тюрьме только. И себя загоните туда и других. Свободолюбивые православные. Правда, дебилы и инвалид, но это ведь нормально у вас. Морды кривые, сколиоз у каждого, солнца не видите днями. Вы живете как заключенные, как зомби и вампиры. Захоронили себя в могиле и лежите. Интернет, напомню, это захоронение дословно. Вон где братские могилы. И сами подумайте, как это выглядит, когда ходят массово зомби в интернете. Это и есть в захоронении. Это то, что я вижу, это то, что увидел Нео, когда проснулся в том коконе. Это только по-другому выражено, но это и есть реальность, которую вам показали, сняв все декорации и жидовскую ложь. Тут, чтобы вы поняли суть того, о чем я говорю, представьте, что перед вами беззубый старик, дряхлый, изнеможденный, не ходит, лысый, еле дышит, кашляет. И вот начинаем делать волшебные превращения. Вставляем ему искусственную челюсть, надеваем парик, одеваем в костюм, садим в инвалидную машинку, и перед вами образец жителя прекрасного концлагеря смерти. Это не труп немощный, нет, это мачо с зубами, круто выписывающий виражи на инвалидной коляске с мотором. Это же и есть то, к чему надо стремиться, это мечта каждого бандерлога, чтобы вот в старости такое было, не так ли? Но сняв декорации, мы видим еле дышащий труп без зубов, волос. Вот так у вас должно работать зрение и разум, чтобы вы могли увидеть зло. Зло перед вами. Кто-то ведь довел этого старика до такого состояния. А это и есть зло. Но вы его не видите. А зло превращается вам в добро каким-то образом. А я вижу зло. Я вижу труп, я вижу болезни, я вижу даже причины. Зло-то на двух ногах ходит. Все зло ходит на двух ногах. Возможно, неразумен я, вы разумный, но разум — это понятие о том, чтобы увеличивать, приближать, видеть зло. Если вы его не видите, а все это вам тут в концлагере смерти есть развлечения, игры и удовольствия, то вы находитесь точно в концлагере смерти. Или в одном произведении это названо островом дураков. И так совсем. Болезни, вырождение, безумие сделано не пороком и тем, что надо спасаться от этого, а способом заработать, не так ли? Болезни нужны для убийц в халатах, гнилые зубы нужны для убийц зубов, невозможность ходить нужна для продавцов машинок и колясок и этих костылей. Алкоголь нужен для продавцов алкоголя, наркотики нужны для продавцов наркотиков.
А то, что последует после этого, никого уже не беспокоит. На то другие бизнеса, кладбища, больницы и крематории. И тут самое главное, что все они жаждут, чтобы зубы выпадали, люди болели, не могли ходить. И я могу вас уверить, система исполняет те желания. Это ее солдаты, это солдаты вермахта, это полицаи, это Arbeitsjuden, с помощью которых и устроен геноцид, что вам назвали демократия, перестройка и гласность. Можете вопить сколько хотите, в космосе вас никто не услышит. А у меня мнение такое, я за то, чтобы у старика были свои зубы, чтобы он мог ходить, и у него были свои волосы от Бога даны. Понимаю, что Гитлер овцев, это звучит неприятно. А шекель как добывать, если все здоровые и умные? А концлагерь смерти как? Неужто закроется? Экая беда ведь будет. Пропадем ведь без концлагеря смерти. Вы вспомните, когда вы были сами собой, если вообще такое было. Вы же себя потеряли за теми масками. Маск много, а где ваше лицо? Где вы? Что и есть связь с сервером, там есть вы. А дьявол здесь как тюремный надзиратель или главный врач вас обеспечивает больных халатами, тюремными робами и множеством масок, чтобы только себя не найти, не обрести, не убежать из тюрьмы и психушки, из концлагеря смерти. В фильме «Джокер» с Фениксом Джоакином показали не какого-то больного уникального, это показали все общество, сконцентрированное в нем. Это каждый здесь проживающий в этом Иге и Наполеоне, что называется как Нью-Йорк. Он и есть вот такой больной. У него очень часто всегда была нарисована маска на лице. Это его работа, в принципе, была показана, шута некоего, продающего не пойми что. Так это и есть о каждом. Мы напяливаем вот такие маски и продаем себя, время, здоровье, детей. И там отчетливо показано различие с маской Джима Керри. Там была некая деревянная, кем-то сделанная и прилипала, а тут у Джокера это он сам рисовал ту маску. Ковал свою судьбу. Мог стереть, придя домой, а утром опять рисовал. С большой улыбкой. Ведь у вас, вашей дурки, непременно все должны улыбаться. И изображать, что в аду есть рай. Самообманываться и лгать даже самому себе и другим. Вот о чем фильм-то. Он актуальный и реалистичный, это о каждом больном. И там у него были припадки смеха. Я заметил, такое нередко встречается. Смеются, хохочут, сами не поймут над чем. Чаще всего от того, что кому-то плохо. Злорадствуют. Все эти политики, актеры, якобы режиссеры, весь тот ваш бомонд, что вы называете элитой и другими названиями, это все есть маски. Куклы на веревках для манипуляций, чаще всего шекельные. Помните видео про дигитальное творение? Те веревки кукол ведь на пальцах подцепленные, на цифровом. Весь этот театр Карабаса субботного, он на цифре работает. Все деньги это цифра. Не думаете, значит? Что-то были там какие-то ракушки, там какие-то что. Серебряные, значит, палочки, вот это были деньги. Нет, всегда было только цифра. Как цифра есть книжки. Но книжки-то вот печатают бумажные, да? Так вот и денежки тоже. Это сценарий спектакля, никому не позволено нарушать сценарий. Отсюда ваши телевизорные привидения всегда будут говорить то, что надо. Точнее, что программа прописала. И законы будут такие, какие прописала программа, а не ваши те морды кукол. Эта программа, она вами управляет по вашим же показаниям больных. Насколько вы дураки и сумасшедшие, то и получаете. Вот вам и главный алгоритм вашего цирка. По дуре вашей вам и воздается. Есть общее направление в адовой программе, но она срабатывает, реагируя на дураков и больных. Как помните в «Обители зла», что и есть раб или дурдом, появилось заражение, и управляющая программа «Красная королева» закрыла ту лавочку и утопила больных роботов. Вот ваш поток, смотрите, не надо будет ваших жидов слушать, оно воочию идет.
Те разные куклы, актеры и другого рода деятели искусств искусствовных, они служат живым щитом германского цифрового, они служат маской, маскировкой. Вы смотрите на морду вроде человеческой, но говорит что-то нечеловеческое. Это кукла на прицепе. Например, есть некий актер, который вроде живой, ходит, даже спектакли играет, но его изображение скачет в фильмах без его участия. Вот это и есть маскировка. Это его изображение одето как маска. И это не только он служит маской, но его изображение даже служит некой маской, некоего явления, некоего состояния, некоего заболевания, некой мысли или идеи. Я уже много раз объяснял значение этих масок в фильмах или книжках. Даже те географические названия, это маски, это служит как маски на существе жителя под той маской. Германия, например, Россия, это как маска и роль в той нашей игре, что названо MMORPG, мор свиней. И теперь в экранах много таких привидений, возможно, даже есть где-нибудь живой человек, но его образ в экране работает без связи с тем телом, используется только внешний образ, маска. Цифровая. Вот что такое маскарад. Вам уже открыто показывают, как это работает. Есть программы, которые анимируют фотографии. Достаточно фотки, и вы сможете участвовать в форуме Давосском без физического присутствия или штурмовать Верден в 1916 году. Вам могут устроить фотосессию с Путиным или Трампом. В интернете много такой ботвы бродит. Разные шляпники любят показывать, как они могучие и сильные. Все это фейк и фак, мозготрахов, как о голову бандерлогов. И как всегда, если вам это показывают, это значит окна Вертона не в будущее, а они открыты в прошлое. Вам ничего не показывают, чего не было уже со времен Большого Взрыва, все это присутствовало. Кому не ясно что-нибудь, посмотрите внимательно фильмы с Чарли Чаплином и Бастером Китоном. Посмотрите, не напившись сивухи и пива, а трезво. К слову, слово «реактор» — это дословно «в актера» или «голова актера». Как уже не раз говорил, вы живете на реакциях. Мертвые не живут, они просто реагируют на разные раздражители. И главный раздражитель и наполнитель смыслом робота есть телевизор и шекель. Там происходит ваша жизнь, там вам сформировали мир, все понятия, государство, новости, вашу космологию дурдома и весь распорядок вашей жизни. Тем самым все эти реакции страха, ненависти и злобы производят нужную энергию. Отсюда и понятие реактор. Ну вот, надеюсь, вы как-то уже можете понять, что маска — это не только та деревянная какая-то маска или что-то в этом роде. Это весь наш мир под масками ходит. Тут и есть вечный карнавал. То есть адовый карнавал, где демоны и черти да ведьмы изображают каких-то значимых и великопобедительных и сифилизованных существ, появившихся ниоткуда, и некоторые даже победивших Гитлера. Ну, как бы намекают, что из обезьян, но это ведь в прошлом, миллионы лет назад. Остров доктора Моро вам в путь. И это не только технически так, но и психологически, так как тюремный режим и концлагерь смерти, он требует от бандерлога неких ужимок, неких стандартов поведения. Бандерлог приходит на работу, одно поведение, приходит с работы другое, третье с друзьями, четвертое в храме смерти у так называемого врача и так далее. В романе 1984 все описано. Оно здесь и было всегда. Просто лоботомия дураков настолько глубокая, что они реальности не могут никак понять через пелену своего кокона, как показали в «Матрице». Вон Нео проснулся, и что же он увидел? Миллионы в гробах спящих, точнее мертвых. А так оно и есть. Пока вы в бессознании, вы мертвы. Но это весьма комфортно. Думать не надо, просто пялься в телевизор и улыбайся серебряными зубами таким же красавцам. У бандерлога дохлого есть набор по жизни из масок, которые изображают его живым. Он самое простое — это натянуть улыбку на лицо, изображая участие и приветливость. Это как больной в больнице. Он изображает, что он не больной и что он не в больнице. Хотя ему показывают и в морду тычат. В джунглях-то на тропе войны, поверили точно, улыбки.
Это мне давно уже напоминает оскал зверя, ведь зверь, он не улыбается. Человек улыбается, вон как Максим из фильма «Обитаемый остров». Он улыбался вначале, а потом улыбка пропала. Зверинцы среди безумцев много не поулыбаешься, на то сил нет. А зверь не имеет улыбки, у него может быть только оскал. Вон когда зверь или животное скалится, то это не значит, что он дружелюбно настроен, а наоборот она показывает зубы, оружие. Вот и здесь уже давно я такое наблюдаю. Я это называю планетой LV-426. Серебряные зубы скалятся, чтобы заполучить шекель, животворящий во время зверя. Во время бизнеса, если понятнее. Во время драйвера, желания. Je wish. Помните, я желаю, а это в переводе жить. А это переходит в драйвер, зверя, фюрера, смерть. Оно и есть умершее через литовский, тем самым рыбка. В аквариуме таком большом, что рыбка и не видит. И все удивляются рыбки, а почему говорят, что в море ходят? Никак не могут понять. Отнять, обмануть, своровать, ограбить, искалечить, убить, если повезет, отравить. Вон как нужны те маски в зарослях джунглей бетонных. В зеленых джунглях такой мразоты нет. Тут некоторое время назад запустили волну с силиконовыми масками. Даже дуракам некто объясняет, что вот в экране, когда вы видите неких президентов или других знаменитостей, то это бывают какие-то актеры, которые надевают силиконовые маски. Тут как бы и ложь, и истина в одном футляре. Сами подумайте, в экране это зачем кому-то надевать какие-то маски, если это можно нарисовать программой любое. Это я называю шапка-невидимка. Вы где-то совсем в другом месте, а вам рисуют, что вы совсем в другом месте. Все эти сказки и волшебство — это все про компьютерное искусство. Просто надо подумать иногда, и мистика вся уходит, а остаются технические решения. Но бандерлогам им надо, как уны и перуны были, чтобы идолище непременно, это ихнее все. Ну, остров дураков, он и есть остров дураков. Вы же привыкли к своим ведьмам и колдунам в масках. Без них уже не можете представить жизни. От вас забирают клаку, говнистую, интернетом называемую. А вы выть начали. Не думая, что это может спасти миллионы жизней детей. Вам торкнуться, посмотреть, убить время, отдать здоровье — вот это ваше. А другим еще шекель животворящий у дураков забрать на микрофон, на студию, на налоги, на творчество. О как. Так вот, материальные силиконовые маски, они нужны только бандерлогам. Может, они где-нибудь используются, когда надо выступать живьем, тогда такая маска может пригодиться. Но такого, по-моему, нужно очень редко. Все теперь цифровое. Вам ведь, думаете, для чего раздали те телефоны? Чтобы вас трахать в голову. Умнеть у вас возможности нет, и интереса нет. А трахаться вы любите. Нимфоманы. Вот Гитлер и переводится как удар в голову. Можно сказать трах, страх в голову извне и изнутри. Вы больше любите изнутри себя затрахать, любители нетрадиционного секса умани. Затрахать до ужаса, до террора, до раболепия, чтобы жестко, в жопу, как того черного в фильме «Бульварное чтиво». А ключевое слово тут маска силиконовая. Силиконовая долина, знаете это понятие. Об этом уже говорил, по-моему. Силикон — это нас уверяют, основа компьютерных чипов. Ложь полнейшая, по-моему, но нас так уверяют. Из песка, значит, сделали компьютер обезьян. Ну, это намекает просто на пустыню. На пустыню. Вот когда началось это все, значит, компьютерное, это в пустыне мы уже оказались. Вот там из песка и делают компьютер. Ну, там еще песок, надо понять, что это такое. Уже говорил об этом Холл. Говорите. Такое объяснение нужно, как и вся другая геология, чтобы дураков убедить, что тут все можно найти и добыть в тюрьме-то. Ага. И найдя, можно сделать уже инструменты и устройства. Вот сошли в песок, значит. И сделали компьютер и чип. О, как у вас! Правда, дуракам не объяснили, откуда дураки знают, что и где надо находить, и как это делать надо. Но ответ молниеносный поступает от дурака. Это миллионы лет все сделали. Вот так вот, значит. Ха.
Прошли миллион лет, и все появилось. Вот так. И не то, что обозначено миллионами годов этих богом и разумом, а просто время. Да, не всех война убила, многих покалечила. Покалечила и покалечила. Силикон на английском в моем переводе звучит неразумный, глупый, дурак, конь, сон, жульничество, надувательство, обман. Я это перевожу как обман дурака, глупый сон, если упростить. Ну вот из этого вам и делают, значит, компьютер и чипы. Вот на это и указывает этот образ силиконовых масок. Это указывает на компьютерное и на обман дураков. И, как я уже говорил, главные маски, они цифровые. Они, по сути, есть силиконовые во всех смыслах. И в дурацком, и в разумном. Как тот парень из фильма «Обливион», он разговаривал с некой картинкой на экране, но это была просто маска TED. Можно тоже сказать силиконовая. Так и мы общаемся с масками. Маски-шоу, как говорится, которые, кстати, показывали дурь дураков. Кто не видел, можете посмотреть много серий. Там, поверьте, никто не снимался и не делал столько беготни, как и «Деревня дураков» была такая передача. Это мультик, но дураки из той деревни не понимают и не видят. Теперь уже пошел открытый апокалипсис в кино. Уже наглядно показывают, что кино оно мультяшное. «Чужой» новая серия будет отчетливо уже показывать, что это рисованное. Бандерлог должен понять, что кино может рисоваться и весьма в хорошем качестве. Тут ведь надо нарисовать так, чтобы Бандерлог мог бы увидеть, что это рисованное. А можно так нарисовать, что Бандерлог и не поймет. Вот раньше так и делали. Делали не мультяшные. Специально. Это была маска человеческая. Теперь человеческую маску снимают и ставят маску цифровую. Мультяшную. Это нужно для творения глаз. Не столько на будущее, сколько на прошлое. Дураки не все это воспринимают, как это только теперь показалось. Только теперь так стали делать. Но это всегда показывает на прошлое. Это творение глаз на состоявшийся давно факт. Показывают на обман, который сотворили. Но дураки выводов никаких не делают. У них картинка банана всегда и будет бананом. Жаль, только съесть не могут. Но грызть они пытаться всегда будут. Вы же ошалели совсем. Вам показывают лесных зверей, и они у вас в экране делают что надо, идут куда надо, морды делают как надо по сценарию, даже мысли какие-то вам зачитывают. И вы это воспринимаете как натуральные съемки. Ну вот там дрессировщики устроили все, которых в кадре не видно совсем, но как-то ведь это устроили. Вот попробуйте свою собачку или кота как-то снять и сделать чего-нибудь специального. Не пробовали? А надо бы. Меньше визга и гамма было бы, и ссанины по поводу тех разных видяшек с любимцами из серии «Мы ушли из дома, и вот что случилось». Все это развод на шекели дураков, и все это генерировано, грубо говоря, чат GPT, египетской шляпой волшебной, из которой достают не только кроликов. Это стамп использует электроника в корыстных целях. Самый известный масличный карнавал проходит в Венеции. Это опять же не так себе, это и есть олицетворение нашего мира. Весь наш мир это маска некая, начиная с образа нашей земли. Это же маска напялена на истину. Кривая, смешная маска с тем шаром голубым. Почему маска шара голубого? Не потому, что небо голубое. Нет, это указывает на blue на английском или blau на немецком. В свою очередь это и взорвано, и sad. Sad, можно сказать. Ну а сад уже, может, кто смекнете, при чем тут. И та организация НАСА, это не только американская, это организация змея, так и названа, наша. Обман в иврите. Египет по-другому. И ваш террас космоса, и вся другая ахинея, это подразделение. Или другие маски змея. А Венеция тут нужна по одной простой причине. Показать структуру места, в котором происходит карнавал дураков. Это город на воде. Вот и наш мир, он в воде во всех смыслах, на воде. Из воды торчат некие строения подчеркну, и в них вон там и резвятся обезьяны. Наш мир искусственен до океанов, до каналов, до рек, до ландшафта, до гор, до песка, до небес. Это аквариум, можно назвать и самолетом, и кораблем, неважно, так как и одно, и другое в воде. Одно летает, другое плавает.
Облака ведь плывут. А почему плывут, вам и не дойдет уже. В греческом театре, нас уверяют, использовались маски, которыми изображали некие эмоции. Вы себе представляете такое представление, где ходят некие актеры и маски напяливают разные? А зачем такое? И как на это смотреть? Вы никогда себе на такое откровенно глупое не задавали себе вопрос? Откуда те вопросы? У вас вопросы только те, которые вам сформулировал телевизор и Паш Лобанов. Вы, смотря на чудеса вокруг, ни разу в жизни не смогли вопрос формулировать, откуда это и как это работает. Уже не говоря о волшебном слове «нет», такое даже в кошмарном сне у Бандерлога не снится, чтобы усомниться в телевизоре или телефоне и его профессорах с жидовскими мордами. Я ставлю Бандерлогам диагноз окончательный и бесповоротный. Безумие в наивысшей степени, глупость абсолютная и ненаблюдаемая даже у зверей, патологически врожденная, полная недееспособность, лживость, содержать в тюрьме, психбольнице при особом режиме, в аду до исцеления или смерти. И, по-моему, этот диагноз вынесен уже давно. Просто его начали озвучивать в 2020-м, чтобы уже дошло как-то до больных. За что казнь-то? Дойдет не до многих, но шанс есть. И после диагноза можно идти уже в СЛО апокалипсис. Посмотрим на слова некие, обнюхаем и за одним вспомним самые знаменитые маски. Mask на английском и маска на русском. Вот те раз, как тут такое возможно. Русское слово не русское, германское, а германское слово не германское, а русское. Просто последнюю букву произнесли полностью и слышим маска. Кстати, в греческом тоже маска это маска. В латыни маска есть ряд интересных вариантов маски. Ларва, концело, ос, протего и персона. Во французском мне показалось любопытным вариант маски la cache. На литовском кауке еще обнародую и, по-моему, хватит для полного понятия карнавала дураков. В английском то слово маска это не только маска, но и понятие маскировать. И самое главное скрывать. И маскировка это ведь в военном деле используют. Вот и делайте вывод, где вы живете и жили, если везде военная маскировка. Не только государственная, но и индивидуальная. А это и указывает то наличие масок и потребности маскироваться, что вы живете на войне. Это война между живыми и мертвыми. Она вечная. Она идет столько, сколько дурдом здесь. Сами понимаете, что в дурдоме тоже война между больными и докторами, грубо говоря. И в фильмах, когда вам показывают, маскируют самолет, танки, орудия или еще чего-то, то это и показывают маски. У вас же в масках вон германские солдаты, замаскированные под миловидных девушек, которые вам продают яды, продают процедуры красоты, убивают по сути. Поют чего-то там вам, шекель собирают, вся эта орда проклятая, но в масках. Зло всегда ходит с маской добра, всегда, и улыбается. Отсюда вам одно спасение и вашим детям. Демаскировать зло можно только с помощью одного инструмента или оружия. Разума. Что и значит видит зло? Разум. И знать надо волшебное слово «нет». В голодных играх показали маску и маскировку жизненную в джунглях среди зверей, когда душа искала потерянный ум и нашла его замаскировавшегося под камень, окаменевшим, как Кай был оледенелый. Oh my God, Peter! Peter! Hi. Тут весьма хорошо подходит первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Картинка обаятельной девушки или приятного парня, какого-нибудь мудреца или знатока каббалы, или орденоносца-ветерана, писателя и профессора – это не есть банан. Его вы не съедите. А если попробуете, то отравитесь и умрете смертью, и ваши дети умрут.
Пасть с серебряными зубами торчит у каждого, который клянчит шекели. У каждого, имейте в виду. И бегите от такого, пока не поздно. Это и есть серебряные зубы. И тех чужих тут миллионы. Не так, как в фильме все сконцентрировали на одну сущность. Зараженных очень много. И они заражают других. В фильмах показывают это как укусы. И вообще-то дуракам один совет: не лезьте туда, ограничивайтесь классикой, советскими фильмами. Это антивирус, а сейчас в экранах это вирус, яды. Вам бы в сознание прийти и из своей дури освободиться, а вы к Пашам Лобановым мчитесь, к Тарсуновым, к Атасоновым, к жидам вашим и поджиткам дамаскам войска германского, вермахта. Жопы лизать и пялиться на картинки банана. Даже сайты знакомства — это уже цифра полностью для дойки шекелей у женско-полового органа головых. Вы что ли фильмы советские про войну не смотрели, мохнатые бандерлоги? Там вам все показали, показывали и показывали, но дуракам это до сих пор не доходит. Им с униформами должны ходить и с крестами летать, иначе фашиста-жида познать никак не выходит. А тут вот такое сделали, униформ нет. Они есть, но не такие, как в 17 мгновениях весны. Свастики по-другому нарисованы и записаны, и все слепые бандерлоги не могут ничего увидеть, кроме своего величия Хуцпанутова. Постоянно мордой в говне, но парад победы вон ведь показали свиньям. Это не есть ли доказательство величия великого народа, а? А по сути все, скисли великопобедители и борцы с монголами. Сами-то монголы, сами и фашисты. Вон как легко и просто оказывается. Сами себя и трахаете ведь. Травите и убиваете. И это почему-то называется у вас великая культура и наука. Про басню Елисей Вороне забыли. Простая басня такая, короткая, а забыли. Деменция. Умань. Да, инагентов много, но по сути-то сами себя грабите и убиваете, а все виноват кто-то другие. Как и у нас, жид и подонок на каждом углу, но виноваты русские некие. Неужели не ясно, как это все устраивается, с чего начинают каратели из фильма «Иди и смотри»? С эгоизма, с жажды денег, власти и славы, вон главная зараза. И ведь липнет как быстро. Никто не вспоминает детство, все помнят, что было хорошо, но не понимают почему. А вот подумайте лучше, почему трава зеленее и солнце милее было. Проверка на дорогах, посмотрите внимательно, там таких, как вы, показывают. И только один приперся, осознав, а остальные служат верой и правдой Гитлеру, которого победили. Чтобы дошло, вас сжигают, как и показали в фильме «Иди и смотри». Я это вижу, и я от этого стал совсем седым. Крещение водой и огнем, так как воскресить мертвых по-иному не выходит. Я уж давно понял, как трудно вылечить больного на голову. Это как изгнать злого духа. А скрытие или заглушка, или закрытие, оно ведь, помните, связано с тем сил, консил, алам, джам и тому подобное. Об этом есть видео. Напомню, что то закрытие алам в иврите это не только указывает на лос аламос, но и на яблоко, если читать наоборот. Получаем мало, что есть и зло, и яблоко в латыни, и понятие мало на русском. Мор. Яблоком прервали связь, запрятали Бога от дураков, которые видели змея, шекели, бухло и поскакали в припрыжку в концлагерь смерти, в ловушку для крыс. А апокалипсис как раз и есть операция, когда показывают то, что скрывали, можно сказать, снимают завесы, завалы говнистой лжи и тому подобное. Discovery называется. Открытие. Вот вы откроете многое во время апокалипсиса, и если повезет, откроете себя и Бога. Это, можно сказать, есть время снятия масок. Множество масок. Сами понимаете, может, кто сколько на всем тут масок и завесов, которые очевидны и все время под носом. Но нос-то он не длинный, как у Буратино, и не выходит дураку проткнуть картину с камином, чтобы увидеть дверь. Так что апокалипсис можно назвать не только снятием завесов, открытием глаз, но и снятием масок. Ну и, пожалуй, начну с литовского «кауки». Слово это присутствует в противогазе к «дуёкауке». Дословно маска газа.
Но я немного изменяю и получаю юдо-кауки, маска Иуды. Чтобы выжить в газовой камере, где напшикали того циклона Б, то есть жидовских клонов, нужен противогаз, то есть маска Иуды. Сами понимаете, что выжить разведчику в городе, кишащем жидами, что в фильмах показали как германские солдаты, невозможно. Надо маскироваться, напяливать маску жида. Не физиономию делать под жида, а те разные занятия, профессии и тому подобное. Хочешь не хочешь, а выходить в концлагерь смерти надо. Там, где проходит граница, шекель и документы. Вот там уже только с маской. Скрывая свое-то, как живой человек, зверинце это враг. И аусвайс уже там нужен. Само слово «кауки», делая другое ударение, дает понятие «кауки». Выли, воют. Об войне прекрасно подходит. Оно же тоже про вой. Вот на войне и воют под масками разными. Кедми, Гиркин, Монтян и другие ваши любимые жиды. Все это маски. Вообще второй признак маски или жида — это говорящая голова. Видите говорящую голову, должен у вас зажечься «Ахтунг» заминировано. Только жид, фашист и иудаист транслирует свою морду для обозрения. Он рекламу делает своей маски. И проникновенно, доверительно говорит, мол, я свой, я как вы, верьте мне, я человек. Шекели дайте, я вам раскрою тайны всех архивов Ватикана. Это и есть пиар, что в переводе трахание публичное и говорящая голова и речь сатаны. Любите ведь сатану слушать, особенно если внутренний сатана поддакивает. А в греческом пир тот же это огонь. Горите в пламени, но наслаждаетесь. Так приятно в аду жариться. Про потоп ведь узнаете в прошлом каком-то, но не увидите настоящего потопа. Вот это и есть distraction is destruction. У нас дурдом очень специфический, место покоя и исцеления каждую минуту воют. Из каждой щели высовывается маска и воет об дронах, налетах, бомбардировках, женских энергиях, инвестиций шекелей на поле чудес, пластмассу в жопы и пиво в рыло. Вон тут недавно из сирены выли у меня, да? Вы если немного голову включите, вы обалдеете от ада этого. Но сами выбрали, вам нравится такое. Но вот не задача, с ума сходите, и вы сами, и ваши дети с внуками. Или думаете, это вот все жидовское вам на пользу пойдет? Да нет, смерть к вам уже давно скачет. Из Израиля самого. Никак дождаться с вами встречи не может. Такие уж вы культурные, такие умные, такие великопобедители. Синие, правда. Крокодилом обдолбанные, пьяные, в наркоте разные, с головой отрубленные. Но вам же это по-другому видится. Далее в том слове можно увидеть английское слово cow и букву К в любом прочтении. Каука, кауке, кауки, каук. Кроме первого, это разные варианты слова «выть» на литовском. А вот то английское cow — это не только корова, но и запугивать, терроризировать, усмирять. А в иврите это проклятие, ков, ковид. Помните, вот это же о том же. Это была тоже маска. И запугивали, и усмиряли. А то ведь великие победители далеко уже зашли, как и весь этот израильский крысятник, что миром называют. К слову, есть такое понятие «сковать», «сковывать». В военном деле используется «сковали силы противника». Это о том же. Терроризировать, запугивать, проклятие, болезнь. Во время ковида сковали Бандерлог весьма успешно. Как удавка действовал в мультфильме. Вон там можете на себя посмотреть. Реальное отображение вас без приукрас. Слышите ли вы меня, бандерлоги? Слышим тебя, великий Ков! С этим прочтением маска получаем есть то, что запугивает, терроризирует. К можно читать как направление к запугиванию, к терроризированию. И это относится к любым маскам. А если читать словом ки или ке, то получаем пугающее, терроризирующее, блевотина, горение. У нас в национальных преданиях есть такое понятие Кауказ. Мифическое существо, считающееся духом плодородия, урожая и богатства. Это про маску. Маски приносят богатство. Вон надел маску банкира и поплыло богатство.
Так что это не мифическое, это очень уж даже простое существо. Бандерлог Булгарис, который напялил себе некую маску некоего специалиста, некоего доктора, некоего брокера, некого жулика, словом. И чем больше он напугал крупнорогатого скота или свел с ума, тем успешнее у него шекелей появилось. Далее коснусь французского «la cache». Ничего не напоминает. На английском это хранилище, защищенное и часто каким-либо образом скрытое вещей, которые могут понадобиться в будущем, чтобы их можно было быстро найти. Как схрон некий. Такое хранилище материальных припасов, размещенное людьми или другими животными по практическим соображениям. Близкий синоним – тайник. В компьютерной сфере быстрое временное хранилище, где хранится недавно или часто используемая информация, чтобы избежать необходимости ее перезагрузки с более медленного носителя. А вот в французском это маска или закрыть. Когда вы надеваете свою маску, вы закрываете себя, вы себя хороните, и многие из вас уже себя никогда не найдут. Вместо вас есть маска. «La cache». И тут спасибо французскому дают понять не только о принципе работы маски, что объясняется компьютерным термином. Маска — это быстро загружаемая информация, данные, часто используемая. Вы ту маску, то обличие используете так часто. Это и есть ваш кэш. И раз-два быстро напялили, только проснувшись, кофейку глотнули и побежали с такими же в компании. Но самое главное тут это слово, что означает и наличные деньги, вон где маска. Тоже все быстро, молниеносно, шекель сюда, шекель туда, и думать ни о чем не надо. У вас же негодяи, жулики, бандиты, воры, уроды, извращенцы, они имеют прекрасную маскировку, которая делает их невидимыми не только полиции, но и всем окружающим. Такая свинья может делать, что хочет, говорить, что хочет, у него есть кэш, наличные деньги. Он богат, он уважаем, не так ли, бандерлоги? Вот оно, масочное царство, где за масками прячутся, как я уже говорил, звери, животные, черти и демоны. Со вседозволенностью. Маска — это кэш, позволяет делать многие преступления без наказания. Это как прятать свое лицо. Деньги обезличивают ведь. Обезличивает преступление и преступника. Только тут это работает иначе. Лица физически никто не прячет, но ментально бандерлоги видят другой образ. Не бандита, а прекрасного парня, богатея, пидораса и свинью в реале, но с модифицированной маской реальности. Это не вор и жулик, не пидорас и не жид, а респектабельный бизнесмен или даже политик. Вот такие превращения во время карнавала. Вы говорите, волшебства нет и чудес. Вон они. Каждый день, каждый час, как говорится, колдовство. Не вор, жулик и бандит, а вот такое, значит, респектабельно. И самое интересное, читая тот «la cache», как и иврит, слышим «le hash». Заменяя «le» на получаем «nahаш», змея. Змея библейская — это маска. Как это получается, можно понять, если кто смотрел фильм «Сказку Василис Прекрасный» и следил за актерами. Может, когда-нибудь об этом подробнее будет видео. Далее кратко пробегусь по латыни, тут не буду долго останавливаться. Ларва — это то же самое, что лярва русская. Злой дух умершего или энергетический паразит, питающийся человеческими эмоциями. Маска питается вами. Она забирает энергию и свою, и чужую. Концело — это тот же консил, английский, закрыть, скрыть. Ну, логично, маска скрывает что-то настоящее. То же самое, что французский тоже дает значение скрыть, закрыть. Консил и маск, «la cache». ОС, вот это весьма интересно, так как это дает еще понятие рта, отверстия, а также оперативной системы. Оперативная система, особенно у компьютера, это маска. Рот — это тоже маска, затем стоит многие вещи нам невидимые, тем более, что ртом мы лжем. А лжем в аду мы постоянно. Это врожденное, тут без этого никак. Все ведь на лжи и построено. Протего — это про защиту. Маски как противогаз может служить защитной функцией. Тут многие напяливают те страшные маски из-за страха. Где нет любви, энергии, там страх. А тут без страха ничего больше нет, так как любви и энергии нет.
Берлин не взяли никто из великих победителей. Ну и вишенка латинская на торте – это персона. Все эти понятия персоны и особенно юридических лиц, которые называются персонами, legal person, это указывает не только на сон, на персов, но и на маски. По-моему, уже об этом говорил, что это есть привидения, которые мерещатся бандерлогам очумевшим, и они даже днем видят привидения. Юридическое лицо можно перевести как юридическая маска. Не в маскараде вы живете разве? И ведь себя бандерлоги тоже называют персоной, не понимая, что это они говорят. Они и говорят, что они с маской во сне, и они персы. Тут не только монополия, Монголия, но и Персия, которая пропала с карт, но появилась везде. И то понятие очень важной персоны, VIP, они имеют значение не только гадюки, не только плети, но и очень важной маски. По-моему, все правильно и названо. Беда только, что бандерлоги спятили и слетели с рельсов, попали в Израиль. И тут можно даже вспомнить такое выражение, которое, может, кто из бандерлог даже слышал, персона нон грата. Нежелательная персона, личность. Это таким объявляет некого посланника некого царства-государства, который чего-то учудил, будучи дипломатом, или так его решили вытурить из-за обострения отношений с тем царством-государством дурдома. Его объявляют персоной нон-грата, и он бежит поспешно домой. А это дословно маска нежелательная. Так как все эти дипломаты, это мягко назовем баловни судьбы, устроившиеся по каким-то субъективным причинам в теплые местечки и не делающие ровным счетом ничего, кроме как ношения некой маски и какого-нибудь чиновника. Так что все эти политики и же с ними негодяи, это и есть персоны, это маски, скрывающие неприятную истину, большой театр Карабаса-Барабаса и кучу марионеток за шекели. Человека там нет и не будет. Это зверинец, где звери в цирке делают трюки за сахар, что в нашем случае приобретает не только форму сахара, но и шекеля. Жалование. Сакар. В иврите. Змей это сам есть маска, и за ним в припрыжку в дурдом пустился в пляс. Вы даже сами можете заметить, что вы в жизни никогда не делали то, чего вы сами хотели. Самое трудное в жизни – это найти себя и делать то, что для чего-то ты предназначен. Вокруг просто много предложений, это все заготовки, и мы просто выбираем из них, но мы сами не знаем, то ли это или нет. Это подтверждение, что мы мертвы. Нам устраивает жизнь с начала до конца. Родились, засунули в тот кокон, как гроб, и потом из него вывалились в землю или через трубу. Царство мертвых с масками, которые изображают живность. Ну и погнали на последний рубеж слово «маск» и «маска». Название Москва, она чего-то там мне намекает, не так ли, гениальные бандерлоги? Но сперва начну с иврита. Есть такое слово «москит», почти москит, а это значит фигура, образ, изображение, облик, отражение, подобие, идол, создавать изображение, метафора, символизировать воображение. А дословно я это читаю как маска, это информационные технологии маски, маскировки, сокрытия. Так что любое изображение, статуя, идол, икона, образ, это по сути есть маска, есть сокрытие некого истинного начала, сути. Если вы хотите выжить в аду, вы должны видеть суть, а это и есть Иисус Христос, это и есть суть. Вы должны убирать маски, срывать их, видеть истину, убирать ложь, иначе сами понимаете, что получится, когда вы будете верить лжи. Ложь и есть зло, а зло в иврите это безголовость, безумие и дурь. Поэтому и живем в дурдоме, так как все вокруг лгут. Отсюда столько зла. Почему ложь есть зло, объясняет литовский язык. Блогис есть зло. Это и про блоги, и блогеров сразу ответ есть. Но тут глубже есть и в ложь из, б ложь из, в ложь дом лжи. Лживость, можно проще сказать. Отсюда то понятие «ты должен сделать добро и зла, потому что его больше не из чего сделать». Все вокруг ложь, и приходится искать и творить истину, светом рассеивать тьму египетскую, что и есть обман и иллюзия майя. У вас вон воры это бизнесмены, лжецы политики, банды это компании, заменены понятия, замаскированы, но это только маска зла. Она всегда прикидывается истиной и добром. И вот и сами подумайте, что есть ад на самом деле, тогда и где вы находитесь в бессознательном положении, как та Ума Турман в фильме «Kill Bill» была в коме.
Также перед разбором самого слова все знаете то слово, связанное с маской. Маскарад. А это означает, что маскарада. Маски радуются, тут все такие напяленные, все якобы рады и улыбаются, хотя никакого повода для радости вообще давно уже нет. Как помните, может, на Мела Гибсона, когда применяли наказание ГУЛАГом, надели ему маску, посадили обратным образом на коня, снабдили бутылкой водки и отпустили в пустыню. Вам все показали отчетливо, а вы поняли что-нибудь? Снабдили его маской, профессией или должностью в вашем дурдоме и отпустили со спиртным в пустыню. Безжизненную пустыню, где не было ни живой души. Земля мертвых. Des Earth. Десерты только. Кладбище. Капитализм в переводе на ваши так любимые научные слова. Вокруг наркота, наркоманы, пьяные, демоны и черти, яды на каждом углу, воды нет, пустыня, гремучие змеи ползают, а вон дураки, значит, тут выплясывают кадрили и хороводы водят под массовое принятие на грудь и за здравие. Еще точнее это слово можно читать как маскар-ад. Масса овец ада, рабские овцы ада, в безвыходности, в тупике. Вот что есть ваш маскарад, где вы тут принимаете роли какие-то смешные, забывая и забивая себя и связь с Творцом. А вот так и уничтожается живая сила противника, то есть нас, и в смысле ходячих мертвецов, и в смысле жизненных сил, что и делает нас ходячими мертвецами. И территория подчищается от дикого народа, превратив его в дикарей. Варваризация и оскотинивание – вот что есть Барбаросса. А дикари они сами себя и убьют, тут к бабке не ходи. Вон пока по телевизору стреляют, но могут устроить и поножовщину. Поводов множество уже надумано, описано и отснято. В Америке это совсем просто. Там, значит, дураки гордятся, что у них есть все то оружие, якобы они там поднимут восстание, перестреляют политиков и защитят свою страну. Ой-ой-ой. Да нет, дураки, вы перестреляете самих себя, никого больше не найдете. Кто поумнее будет стрелять в телефоны и телевизоры, так как враги оттуда пришли и поработили дураков. Помните, парень из «Иди и смотри» стрелял в портрет Гитлера? Гитлера-то физического нету. В нас он стрелял, в экран. Зло-то в нас самих. Его надо каждому побеждать, иначе в аду никак с Гитлер-овцами не совладеете. Когда в голове беды-веды с буквицами, никакого оружия не поможет. Это как обезьяне дать микроскоп. Она другой обезьяне вмажет по голове тем микроскопом. Как думаете, поможет пистолет, если вы отравились и заразились мором? Да никак. Физическая сила и оружие физическое, оно беспомощно против заболеваний и мора, и чумы, и особенно дури. Для любого использования любого инструмента и оружия нужен разум. А вас как раз и лишили этого. И осознать болезнь – это есть начало для исцеления. Это Михаил. И тут пистолет не поможет, поверьте. Вы не понимаете, что такое настоящее оружие? Это не пистолеты, не танки, не самолеты, не ракеты какие-то сказочные. Оружие против вас, дураки, есть ваше невежество, ваша лень, ваше незнание родного языка, ваша дурь, если упростить. Вот с кем вы должны бороться. А инструмент подачи той дури ваши кака-головы есть телефон, экраны и телевизоры. Вот он ваш враг, вот оно ядерное оружие, не только деньги и другое, а самое главное ядерное оружие, которое вас подселяет чужого, есть то, что вы всегда носите с собой. Вы мобилизованы на войну против себя, против своих детей, против Бога. Вы зомби. Мобилизация, может кто помнит, это про больную толпу. Видите любую толпу? Это зомби, это дураки, у них нет Бога, они Бога ищут вовне. Это православные, потерявшие Бога, то есть разум, то есть связь сервера. Заблудившиеся в темноте своей головной. Это и есть смерть, это и есть ходячие мертвецы. И победить в такой войне невидимые зомби возможно только выйдя на свет, получив электричество в сгнившие мозги, запустив туда пресную воду для прочистки авгиевых конюшен от Паш Лобановых и других автоматчиков германских со шмайсерами. Если вы хотите перестать воевать, бросайте то поганое оружие германское, уменьшайте время таскания, смотрения в огненный экран, забивания себя, стрельбы себе в голову. Не давайте детям, если еще они не стали наркоманами. Вы получите наркомана чужого на выходе иначе. Вас мобилизовали, а нужна демобилизация. Это и означает конец войны.
Когда на государственном уровне настанут перемены, которые будут отнимать разными методами те телефоны и другие экраны, знаете, началась демобилизация. Война заканчивается. Когда деньги будут убирать, это тоже значит, война заканчивается. Когда вы уйдете из толпы, зомби, бросите слушать дураков и агентов германских, это будет ваша личная демобилизация и возвращение с фронта, что и есть прихождение в разум и в сознание. Фронт — это понятие безумия. Вон, когда вы стали больным зомби, то вы и попали на фронт и стали в ряды славного вермахта. Алкоголь, кофеек, сахарок, наркота — это все отправляет на фронт, на битву с смертью, что и есть Германия. По-моему, видны некие подвижки в сокращении всех тех устройств и упразднения налички. Макс и другие перемены — это явно я отношу к демобилизационным мерам. Все, что у вас в экране, должно работать очень плохо, быть плохого качества. Только так вы начнете отказываться. Мама не делает шагов в дурдоме резких, она знает, с кем имеет дело. Вы же звери бешеные и безумные. Отсюда и такие мероприятия, как со слабоумными детьми, дебилами. Без маскарада есть и чисто военное понятие, не только маскировка некая, но и маска орудия. Это у танков и самоходок так называется то место, где крепится орудие. Как думаете, почему это называют маской? А потому что настоящее оружие, оно цифровое, ментальное, духовное, и поступает выстрелы в голову бандерлога разного рода масками. Орудие замаскировано, скрыто от дурака. Он думает, что танк вон там где-то катается по Красной площади во время парада Победы. А нет, настоящее орудие, оно в другом месте. Бьет сильно, но аккуратно, как говорил Лёлик. По голове и жопе тем самым. Ну и погнали на саму маску. Сорвем маску с маски. Первым-наперво это же говорит слово «масс» и «к». Масс — это не только некие массы, не пойми чего, но и рабство, рабы в иврите. То слово «мак», которое в Макинтоше и другие разные маки, они про то же. В иврите это мак еще и гнилое. Когда говорят о массах неких, знаете, о чем идет разговор. Рабство и рабы да гниль никуда не делись. Просто в Египте, как и подобает, все это покрыто ложью и обманом. Маской. Идеальный раб, который не подозревает, что он раб. Его одели в костюмчик Армани, и он перестал быть рабом и обезьяной. Не так ли у вас это работает? Кто знает географию, знает военную историю, можете вспомнить некую реку Маас в Германии и Нидерландах, которые форсировали германские войска в начале военной кампании против Франции. Фалгельб, план желтый. Это об туалете, об говне и деньгах, по-моему, это план Гельб. Так что то форсирование германскими войсками, это было форсирование не реки какой-то географической, а массы дураков, массы рабов. В сознание дураков пошли германские денежные понятия, прибыль, доход, расход и оценка, и все такое, что связано с серебряными зубами. Это не так легко обучить дураков убивать друг друга, красть, калечить, издеваться, угнетать, делать татуировки, винчивать кольца в носы, как свиньи, и тем самым оставаться уверенными, что это нормально и законно. Вот какие операции, какие прорывы проводятся, вот какие генералы это планируют и осуществляют. Генерал Модель, генерал Кюхлер, фельдмаршал Лейб, фон Лейб. Это маски, это не бандерлоги. Это все духовно-ментальный уровень, который бандерлогам показывается через символы материальные, так как мы не видим того невидимого мира. Я не раз объяснял такие вот ситуации, настаивая на том, что географическая карта — это карта нашего мозга и наших состояний, эмоций, заболеваний и так далее. Это как доска, на которой рисуют нам самих нас. Как своеобразное зеркало, показывающее события не в нашем материальном мире, на сервере. Одно слово уже поняли, второе — это буква «К». Это есть и уничтожитель, это есть и кашель, это есть и могила, это есть и наручники, это и трах, факт наоборот, это и блевотина, и сжигание, это и ключ, это и направление. Мне очень нравятся такие понятия: в рабство, в раба, могила раба, наручники для раба, трах раба, сжигание раба, уничтожитель раба. Может, уже более понятным станет кому-нибудь те сжигательные жертвы, которые так часто упоминаются в Библии, в Ветхом Завете. Вон у вас как выходит. Это все в прошлом, никто никого не сжигает теперь. Вон как прогресс продвинулся. Нет.
Это маску вам напялили радостную, но без основания реального. Вас сжигают в экономике, что есть сожжение человека в переводе. И там как раз и действует масочный режим. Сжигательные жертвы рабов, они массовые, идет все время. Это как реактор, как машина, требующая галаха жизни. Это машина смерти. Вам во время ковида показали реальность, но вы не поняли от слова совсем. Вы ходите в масках. Только осталось напялить вам материальные бесполезные маски, чтобы вы поняли свое место в стойле, крупный рогатый скот и овцы. Ковид это и есть часть апокалипсиса, который делает от творения глаз на реальность, выводя из смерти дураков и зомби, которые обретут себя и, возможно, снимут маски. Наоборот, слово говорит нам «ксам» или «аксам». Я это перевожу как «ксам», к положению «сам» или подключаю же понятие буквы «к», уничтожитель «сам», могила «сам», сжигание «сам», наручники «сам». Вон в фильмах показывают, когда сам надевает на себя наручники, это одевает маску нужную, принимает должность или роль какую-то и начинает исполнять. Это ограничение свободы. А в концлагере смерти, как думаете, ограничивают свободу? Неужто ходят все тут в наручниках, в цепях? Нет, бандерлог. Это все устроено по-другому. Вы не видите тех цепей и кандалов. Так как вы не видите масок своих, вы в них играете свой маскарад. Тот звук КС дает переход в букву X, или на русском это уже есть буква H. Видимо же, то всем знакомое понятие «макс» или «мах». Вам уже донесли то понятие через какую-то программу для общения, а это есть по сути маска. А так-то понятие мы знаем из серии изумительных фильмов о бешеном Максе, Mad Max. Безумная маска, маска безумия. Ну или можете уже добавлять те понятия, что я увидел в самом слове маска. По-моему, мы теперь как раз видим безумного Макса во всей красе. Оно опасное явление для дурака. Это чистый ленинизм, работа с овцами и крупнорогатым скотом на предмет превращения в человека, восстания из мертвых. Или вы думаете, что вон пришел Иисус, нашептал чего на ухо больному, тот весело встал и побежал, не сразу поняв, осознав и исцелившись без усилий? Нет, так не работает. Думаете, нагадили себе, отравили, другим нагадили, и это так просто уйдет отпущением грехов ваших поджитков в храмах? Ой, нет. Вас ждет чистилище и ад. Это укороченный рассказ долгого процесса, начало которого есть осознание недуга и болезни. Только к такому может прийти Иисус и безумный Макс. Безумный Макс может прийти только к тому, кто уже безумен, верит в картинки банана. Вот картинками исцеляют или убивают дураков. Вон ваш дрон, ракеты и все другое по экранам оно и есть. Даже сомневаюсь, что надо это вам говорить, это может мешать естественному процессу исцеления. Но смотря на число просмотров, последние угрызения совести исчезают, так как меня слушают единицы, которые потенциально уже начали тот процесс самоисцеления. И я никаким образом не помешаю большой работе по очистке территории от говна. И махами чего-то измеряют. Это безразмерная единица, используемая в механике жидкостей для обозначения отношения скорости объекта к местной скорости звука. Во как. Жидкость. Сами послушайте слово. С тем X или H, наоборот, слово опять дает вереницу отличных смыслов и значений. Хам и скам или скам. Хам это дословно хам на русском, а в иврите это горячий. Это организация Хамас, об этом уже говорил. Это про хамство и жару. Ну и также это маска со всеми сопутствующими значениями. Это не бандерлоги какие-то, это все картинки банана. Маски. Тот Хамас, он ведь наоборот самах. Это буква самех, S в иврите, что есть спасение. Скам на английском это мразь, отбросы, сволочь, нечисть, мерзавец, падла. Это синоним слова джу по сути. Но по тому слову есть отдельное видео, кому не ясно. Это с масками тесно связано. Джу это носитель маски, он мертвый, ему нужна маска. Посмертная. Они всегда маскируются под умных и порядочных, а сами напевают Deutschland, Deutschland, über alles um der Welt. У них там в Талмуде интересных вещей понаписано об гоях, об скоте.
Если у вас есть вопрос, кто занимается скотиниванием вас и ваших детей, то есть скотоводством, кто тут организует вам наркоту, соль и все, ответ вам дан. Кто тут работает Arbeitsjuden в нашем концлагере смерти. Просто глаза открыть надо. Английский scam дает понятие мошенничества, обмана. Египет, по сути, это земля масок и маскарада. Матрица о том же. Ну и тоже возможно читать тот Макс как Маркс, не выговаривая букву «Р», чтобы не спалиться. Карл Маркс это про Мэд Макс, по-моему, тоже. Все тут у нас переплетено, как я уже говорил, все существует. Никто не умер из тех деятелей, это просто маски. Цифровые маски нашего Творца, включая негодяев разных. Мир дуален, реактор дуален, война дуальна и жизнь. Что и есть война, тоже дуальна. Одер. Ну вот, по-моему, весьма детально разобрал понятие маски со всех сторон, распаковал. Дальше уже сами решайте, как это использовать в вашей жизни или плюнуть и повернуть на другой бок и храпеть дальше, напялив маску с открытыми глазами. Как вы любите. Вас же послушать-то вы и живые, и проснувшиеся, и просветленные, не так ли? Но в большинстве случаев это сон. Что, кстати, тоже дает понятие обмана. Сны это обман, а обман это и Египет. Египет это страна спящих и мертвецов. А выход из Египта есть оживление, пробуждение и восстание из мертвых. Не больше и не меньше. Но процесс медленный, всю жизнь это занимает. Трудный, больной, кому это под силу из этих жалких существ породы макака Гамадрил Ибн Бандерлог де Шекель. Вон и ваши господа фашисты тоже говорят, не надо этого, оставайтесь с нами. Будете жопку нам лизать обосранную и шекель получать за это исправно. И на концовку под занавес несколько мыслей об одной самой знаменитой маске. Это, конечно же, Элон Маск. Это чудо давно уже мерещится. Его напрямую показывают как некого безумца, но, по-моему, он явно играет Мэд Макс. Хотя Мэд Макс это коллективно, это не один персонаж. Но Элон Маск это, по-моему, из когорты и войска Мэд Макс. Он такое чудит для разумного человека, но для Бандерлога безумного все это кажется реальностью. И те космоса, и те разные изобретения, которые все приписывают Маску. Но он сам и говорит, что это только маска. Могила рабов, уничтожитель рабов. Абадон и Аполеон. Там у него все показывают напрямую уже про тот космос. Так показывают, что у любого более-менее адекватного должно явно проступить слово «нет». Он уничтожает космос не физически, а ментально, так как это и есть обман. Это часть Египта. Все эти космоса и другие проделки артистов-космонавтов. Те ракеты, которые летают в космос и потом садятся на платформу жопой в море, это же каким надо быть дураком, чтобы в такое поверить. А я знаю таких дядек, которые верят, да с высшим образованием. Но это делаю специально для уничтожения космоса, дискредитации космоса, ракеты и так далее. Я это делаю своим языком в своих видео, но в большом масштабе этим занимается уничтожитель. Абадон, Аполеон, Иисус, Аполлон, Бог Солнца, Сын Божий, можно сказать. Задача Илона Маска, Трампа, Путина и других масок – это уничтожение старого мира обмана. Это исход из Египта. Тот запуск Теслы в космос, помните, я это пояснял, там линия кармана как раз вырисовывается, маски и карман, это связано. Пройти линию кармана – это где-то и приравнивается форсированию Одера. Это выход в космос в смысле мирового порядка, осознание его, и тем самым это и есть спасение. А сама его фамилия еще и определяет четко, что он мразь, падла и сволочь. Только надо прочитать наоборот. Это я разобрал уже. Но на то и маска, такая функция у маски – быть сволочью и падлой, показывать разные праздности уверовавшим в картинку банана. Для них это мразь и сволочь, для меня доктор Айболит. Дураков иначе не вылечить, сами можете понимаете. Выход из темницы очень трудный, особенно если вокруг нет поддержки. Это как выход из окружения того военного. Вон показывали, каким они выходили из того окружения германского, чужого, жидовского. Ну и осталось только имя, чтобы разобраться, чья это маска и кто тут этот падла. Элон. Это можно читать и как alone, английский наедине, одинокий. Мэд Макс и был одинокий, как и все другие персонажи разных фильмов.
В дурдоме это есть норма, что умнее и разумнее будет одиноким по простой причине. Дурак не любит чувствовать, что он дурак. Может, кто заметили по жизни, что легче и приятнее всего общаться с одноуровневыми особями, и в смысле ума, и в смысле материального достатка. Увы, но так мы устроены, мы требуем равенства. И любые неровности, они просто отсекают общение. Так что это нормально, что дурак не хочет общаться с умной, а умный с дураком. Алкоголь, кстати, уравнивает все. И очевидно, что в стране дураков, где дураков абсолютное большинство, умный будет одинок. Как и доктор Айболит среди больных обезьян. Само слово alone, оно говорит и на одного. Это про одиночество, и также это говорит не один, если вставлять разные понятия слова ал в иврите. Когда человек одинок, он не есть одинок по сути, он с Богом своим. Одиноким не может быть только больной на голову. У него связи нет, Бога нет, он безумен. От этого ему нужна компания дураков таких же. Далее я это читаю как он. Бог включен, умный он, умный включен. А в иврите это слово означает дуб. Во как. Где, как говорится, смерть Кощеева на дубе, оно на Элоне. Вот та маска Бога тут вместе с Нильсом и Джокером наделает делов в крысятнике. И крысы будут недовольны, как всегда. Только вот мне интересно, куда же крыс на сей раз отправят? К слову, в иврите дуб есть не только Элон, но и Аллах. Само понятие дуба, оно многозначимо. Наверное, надо будет делать отдельное видео, просто укажу, что на английском дуб oak дает в греческом понятие нет. Но может уже сами понемногу зумить, чья маска тут в агента Смита залетела. Также в немецком это эйх, хаш, h, боль в английском. Вспомните некого Эйхмана, губителя невинных душ жидов по легенде. А эта экономика тоже, дуб есть тоже в слове. Дубовый человек в переводе Эйхман. Экономика. Моноук. Через греческий уже не человек получаем синоним луны, что уже дает понятие не только лунатика, но и демона. Это уже из луны дословно. Есть даже такое американское пиво Bud. Наоборот, это дуб. Ну, в принципе, многое тут можно прочесть, так что парень не промах. Первый триллионер, как говорится. Наоборот, alone это null. Ноль. Это выключение, если через электрические понятия смотреть. Реле, терминатор, выключатель, абаддон. А ноль в иврите это эфес, что я перевожу как змею. Есть такое турецкое пиво, эфес. Осторожно, вас травят. Напомню, что без всего другого английское пиво beer — это не только медведь, но и яма в иврите, дурь и ошибка. А медведь также и страх. Beer, fear. Встали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.